thoracic, the mid-thoracic, and the caudal thoracic, and the lumbar. Мы быстро с вами обсудим дальнейшие подробности некоторые, разделим области. Это шейный отдел, это краниальная часть грудного отдела позвоночного столба, за лопаткой, часть, которая находится за лопаткой, средняя часть грудного отдела, которая находится в зоне примерно под седлом, каудальная часть грудного отдела, которая находится под задним углом седла, и поясничный отдел. In all the branches, you are very part more important is the transitional vertebra, C71, C18L1, and L6S1. Here. Все источники, к которым мы можем обратиться, будут указывать на абсолютную важность так называемых переходных зон или переходных позвонков. Здесь отмечены эти области, это C7-1, то есть первый седьмой шейник, первый грудной, 18-й грудной, первый поясничный и 6-й поясничный и первый крестцовый. When you look at the joints between each vertebra, you have in fact 3 joints. One joint here is a syndesmosis. Another joint is a well joint, is the articular process synovial joint, and after you have another joint is a symphysis. So this is a syndesmosis, this is the articular process synovial joint, and this is the symphysis. Unfortunately, we don't see how I can do that? So help between the English process, you have the syndesmosis, after you have the well articular process synovial joint, and at the now you have the discus, and the discus is the symphysis. Здесь вы видите представление, собственно говоря, устройства суставов, с которыми мы можем столкнуться в зоне, которую мы с вами обсуждаем. Это суставы по типу синдесмоза, самый верхний этаж, где соединяются стестотеросты позвонков. Это обычные сингвиальные суставы, которые соединяют суставные отростки позвонков. Это второй этаж на изображении, если вы посмотрите. И суставные соединения по типу синфиза, это дисковые суставы. When you look at the cervical, you can see that the articular joints are very big and very flat. Если мы посмотрим на зону ушейного отдела, то мы увидим, что суставные отростки в этой части позвоночного столба очень крупные и очень плоские. When you look from the cervical to the lumbar, you see that the articular joint and the shape of the articular joint will change from flat to something not flat. Если мы посмотрим эволюцию формы суставных отростков от шейного отдела к поясничному, то мы увидим, что конфигурация этих отростков меняется от соприкосновения плоских поверхностей до некого фигурного соприкосновения. Why is that? Because you have more movement in the cervical area than in the lumbar area. Это связано с особенностями движения, амплитуды движения, радиус движения шейного отдела гораздо шире, гораздо больше, чем поясничного отдела. So, for example, this is thoracic area. Вот, например, грудной отдел. And this is the lumbar area. И поясничный отдел. Again, this is the lumbar area. So the joint block, in fact, have a lot of movement. Еще раз мы видим поясничный отдел, суставные соединения поясничного отдела, вы видите, что суставы практически блокируют сами движения. And when you have understood that, you can see that in the X-ray, and you understand that very well. Поняв вот эту анатомическую структуру, очень легко читать рентгеновские снимки. The same. То же самое. After, around every part you have muscle, and when you look at the neck, you have 4 layers of muscle. Следующая структура, которую мы обсудим с точки зрения анатомии этой зоны, это мышцы, которые окружают, собственно говоря, после семейного позвоночного столба шеи. Мы разделяем 4 слоя мышц. When you look at between the cervical area and the thoracic area, you have a very important muscle, it's the longest cervicalis muscle, who do a relationship
very close to the epinous process. Если говорить о грудном отделе, то для нас важнейшее значение имеет многораздельная мышца. Это многораздельная мышца. Мышца, которая лежит вплотную практически к костистым отросткам. And after you have the erectospinae. Дальше следующая мышца, которая нас интересует в грудном отделе, это прямая мышца. In fact, it is the muscle. It is the muscle you see when you look at the horse and the thoracic part. Это разгибатель, и это фактически та самая мышца, которую мы с вами видим, когда смотрим на грудной отдел лошади со стороны. On the lumbar area, you have the gluteomedius with up. Если говорить о поясничном отделе, то сверху нам ближе всего к нам оказывается средняя ягодичная мышца. And under the vertebra, you have the psoas. И подвздошно-поясничная мышца. When you look on the lateral view, you see very well the multifidus, you see the erectospinae, and you understand that the multifidus is very important. You see it's 8. Multifidus is 8 on the picture. Посмотрим сбоку на те же самые структуры. Опять многораздельная мышца в грудном отделе для нас, мы помним, имеет значение критическое. Это цифра 8 на препарате анатомическом, на фотографии, если вы посмотрите. И разгибание столба. Excuse me. After, on the lumbar area, on the psoas, you have a lot of different psoas. You have the iliopsoas, who help to the flexion of the coxofemoral joint. You have the major psoas, who help to the flexion of the lumbosacral and coxofemoral joint. And you have the minor psoas, who help to the movement and the flexion of the lumbosacral joint. So the psoas are very important for that. Дальше рассмотрим строение поясничной мышцы. Их на самом деле разделяют три структуры. Это подвздошно-поясничная мышца, которая контролирует и обеспечивает сгибание тазобедренного сустава. Это большая поясничная мышца, которая обеспечивает сгибание в пояснично-крестовом сочленении, а также способствует сгибанию тазобедренного сустава, и малая поясничная мышца, которая способствует сгибанию крестово-подвздошных суставов. Простите, пожалуйста, пояснично-крестового сочленения. So now we will talk about the mobility of the spine. So when you look on the lateral view, you see that the cervical area have a lot of motility, the thoracic area have some motility, and the lumbar area have very few motility. Давайте теперь оценим степень подвижности разных отделов позвоночного столба. На диаграмме слева вы можете увидеть разницу в этой подвижности. Шейный отдел очень подвижный, грудной отдел имеет некоторую подвижность, и поясничный отдел, его подвижность практически сводится к минимуму. And when you look at the lateral flexion, so the mobility, the lateral mobility, you see that the more important lateral mobility is at the level of the cervical and the first thoracic. But when you look at the level of the saddle, you have very few motility, and in the lumbar area, you have no mobility at all. So this is very important to understand. Теперь давайте рассмотрим некоторые детали подвижности. Например, рассмотрим латерофлексию, то есть боковое сгибание. Обратите внимание, на диаграмме очень ярко видно, что большая часть амплитуды бокового сгибания приходится на область шейного отдела, незначительная часть на область грудного отдела, и практически никакого сгибания в боку не происходит в области поясничного отдела. Это очень важно понимать. So when the rider is doing a circle and he wants to flex the horse, in fact, he flexes the horse at the level of the shoulder and not at the level of the saddle. This is very important to understand. Очень важно понимать это, потому что если спортсмен хочет, если всадник хочет согнуть лошадь в боку, то есть дойти на бой, например, то он сгибает корпус лошади не в области под седлом, а скорее в районе плеча. When you look at the thoracic area, you see that the spinous process
have a rotation when you flex the horse in the lateral. When you have a lateral flexion, in fact, the spinous process have a rotation, and this is important to understand too. Если мы рассмотрим в деталях движение позвонков грудного отдела при латерофлексии, когда лошадь совершает боковое сгибание, то мы увидим, что остистый отросток позвонков грудного отдела совершает ротационное движение. Это очень важный момент. То есть, когда корпус лошади сгибается в боку, остистый отросток ротируется. So, in fact, the ligament between the spinous process, we have more movement in the lateral flexion than in the dorsoflexion or ventroflexion. So everybody thinks that we have a big movement of this ligament when you have a dorsoflexion of the horse, but it's not that. It's when you turn the horse. В связи с этой ротацией получается, что связки, расположенные в области остистого отростка, максимально нагружаются именно в момент латерофлексии, то есть бокового сгибания, а не дорсифлексии, как полагает большинство специалистов. When the horse are doing this kind of movement, you have a rotation of the vertebra, and they can rotate in the opposite side. So you have a rotation in the first thoracic part and another rotation in the other thoracic part, at the end of the thoracic part, as you see on the draw. Также нам надо помнить о возможности, о способности лошади ротировать разные сегменты, например, грудного отдела позвоночного столба в противоположном направлении. Очень ярко это показано на изображении, которое вы видите на экране. То есть передний сегмент грудного отдела ротирован в одну сторону, а каудальный сегмент грудного отдела ротируется в противоположную сторону. It is the reason why you have the kissing spine normally between T14 and T17, because it is at this place you have the less movement. So it is at this place you have the dysmitis. И это отчасти объясняет, почему синдром сближения остистых отростков или целующихся остистых отростков позвонков, как правило, мы встречаем в районе 14-18 грудного позвонка, потому что именно в этой зоне она оказывается такой фактически мертвой, то есть там наименьший объем движения происходит, и в результате формируется дисмит. Now about the neurology, about the nerves. So it is important to have an idea where is the spinal cord in the vertebral canal. А теперь давайте немножко о неврологической части анатомии зоны, о которой мы говорим, с вами поговорим. Мы понимаем, что в спинномозговом канале располагается спинной мозг. Because it's important, because you have the Wambler syndrome. The Wambler syndrome is, in fact, the compression of the spinal cord into the vertebral canal. Для нас важно с этой анатомией тоже разбираться, с нейроанатомией разбираться, потому что это объясняет, например, симптоматику синдрома Воблера, когда у нас происходит, собственно, компрессия спинного мозга ровно внутри спинномозгового канала. And you can notice that the gray matter of the spinal cord is more low on the spinal cord. It's difficult. I can show you. I have not the possibility to show. You don't know? I'm sorry, but I don't know. I think you have an arrow in the side of the presentation. If you click on it, probably you can do that. But it doesn't work. That doesn't work. Okay, we'll see. Perhaps. You see something? No. You see now? No? No. Well. Okay. So, it's not a matter. Доктор сетует, просто что не может указкой воспользоваться, почему-то не получается у него ее включить. Сейчас речь идет о сером веществе, которое располагается, получается, ниже в зоне спинного мозга. Another important part is the emergence of the nerves, and particularly in the plexus brachial, because at this level, sometimes you can have some compression of these nerves, and you have a lot of pathology about this compression, and you have some also are lame for that. So you can see up the plexus brachial, and on the right you can see the emergence of the nerves.
and you can see on the emergence between of the nerves. You don't have a lot of place to do that. Еще одна важная часть касаемо нейроанатомии этой зоны – это спинномозговые корешки спинномозговых нервов, которые отходят от спинного мозга через позвоночное отверстие. Мы видим справа на анатомическом препарате, вы видите, что не так много места для них остается среди костных структур. И также не должны забывать о таких магистральных зонах сплетения нервов, как, например, плечевое сплетение, которое в некоторых ситуациях может ущемляться, травмироваться и может на это хромать. It is the same. This is the innervation of the ligament between the spinous process. So, in fact, it is important to understand that the ligament between the spinous process is very sensitive. It is a reason because this pathology is important in the horse, because you have a lot of sensibility on this ligament. And more this ligament is bad, more you have sensibility. Здесь вы видите ссылку на исследование, которое объясняет структуру иннервации межостистой связки, которая оказывается чрезвычайно чувствительной и болезненной структурой, и чем хуже ей приходится, чем больше она повреждена, тем, соответственно, хуже мы видим клиническую симптоматику. Это связано именно с особенностями ее иннервации. And finally, you have the lumbar area, and it is the same. You have some nerves who go out between the vertebrae, and these nerves sometimes can have some compression, and this happens sometimes, and this is the causes of some pathology too. It's exactly the same that in the cervical area. В поясничном отделе, здесь вы видите на диаграмме и на препарате, та же самая проблема может нас подстерегать, то же самое спинномозговые корешки спинномозговых нервов выходят из спинномозгового канала и, соответственно, могут подвергаться компрессии и вызывать некоторые клинические проблемы, точно так же, как и в шейном отделе. So, I didn't want to talk a lot about anatomy, but just to remember some important things. So the key points are, from the cervical to the lumbar, you have more flexibility on the cervical and very few flexibility on the lumbar area. This is the first key point. Собственно говоря, на этом анатомическая часть наша заканчивается, потому что доктор не хотел сильно вас загружать анатомией. Что нам нужно запомнить, такие основные, основополагающие моменты из этой части лекции? Это что от шейного к поясничному отделу позвоночного столба снижается гибкость, снижается подвижность. То есть в шейном отделе мы видим активную подвижность, и в поясничном отделе подвижности почти нет. The second key point, and when the horse is turning, so when you have lateral friction, the maximal of lateral friction is at the level of the shoulder and not at the level of the saddle. Второй очень важный момент – это процесс латерофлексии. Обеспечивает сгибание лошади в боку область плеча, то есть те структуры позвоночного столба, которые локализованы в области плеча, а вовсе не основная часть грудного отдела под седлом. And the third key point is you have not a lot of place for the spinal cord inside the vertebral canal. So if you have some pathology, if you have stenosis, if you have something inside, you can have a compression. And if you have compression, you have pathology like the Woodblood syndrome. И еще один важный момент, касающийся именно анатомических особенностей, связан с расположением спинного мозга в спинномозговом канале. Как мы видели, там все упаковано довольно плотно, то есть там не так много места. И поэтому при любых вариантах компрессии, когда происходят какие-то неприятности, как мы видим, например, при Woodblood-синдроме, соответственно, страдает ткань собственного спинного мозга. And the four key points is on the emergence of the nerves. The nerve can have compression, and this is the causes of lameness, and we underestimate this kind of lameness.
So we have to put in our mind that sometimes the nerves can be compressed. И еще один момент, также связанный с особенностями анатомии этой области, это зона выхода корешков спинномозговых нервов из позвоночного канала. В некоторых ситуациях может происходить компрессия, сдавливание спинномозговых нервов, что может приводить также к хромоте, которую не так-то легко отличить. Поэтому мы должны помнить о том, что это является потенциальной причиной, провоцирующей хромоту. So, it is the end of the first presentation. We have some question or we continue to do presentation? I don't know how it works. На этом, собственно, первая часть лекции окончена. Как мы хотим поступить? Хотим ли мы поотвечать на вопросы, если они есть, или мы можем переходить к следующей части? So, I continue? Будем продолжать? I don't know. I think so. Nothing happens. So, first presentation, it's about the exam of the cervical area and the back. Следующая часть лекции посвящена, собственно, обследованию шейного отдела позвоночного столба и спины, если можно так сказать. So, what are the tools? You can look, you can touch, and you can do some tests. Какие есть у нас инструменты для этих целей? Это, разумеется, наши глаза, наше зрение. Мы можем смотреть, наблюдать, мы можем осуществлять пальпацию, то есть трогать, и мы можем проводить некие специфические тесты. So when you look and you do some palpation, you can have some atrophy, some swelling, some deviation. Когда мы говорим о осмотре, собственно говоря, о применении зрения, что мы можем увидеть? Мы можем увидеть некие отклонения, изменения формы. So if you look at the picture on the left, you can see at the level of the scapula, on the left you have no muscle, and on the right you have too much muscle. Если вы посмотрите на одну из фотографий на слайде, то увидите, что в области лопатки с одной стороны у лошади очень много мышц, такая перекачанная зона, а с другой стороны мышц нет вообще. And if you look at the right, it is the opposite. На правом изображении мы видим ровно наоборот ситуацию, то есть с правой стороны в области лопатки мышц нет, с левой стороны мышц слишком много, они такие увеличенные в объеме. On this also you can see some atrophy of the muscle at the level of the thoracic part. Здесь на фотографии у этой лошади мы видим атрофию мышц в области грудного отдела справа. And on this horse on the right, you see that you have a deviation of the washes, and on the left you have the deviation on the same, but on the you have a ventral flexion of the washes. So this happens often, and we have to look at that. Здесь мы видим на этих фотографиях разные варианты отклонений от оси нормальной позвоночного столба. На фотографии слева отклонение в качестве вентрофлексии и боковое отклонение, боковую девиацию справа. After you have the well palpation, when you do that, excuse me. Мы переходим, собственно, к пальпации, к настоящей пальпации. So when you look at that, in fact, you look to find some pain. So you look at the pain. Когда мы говорим о пальпации в области спины и шеи, в основном эта пальпация связана с поиском источников боли. And when you do that, you have to push a lot on the muscle and to try to find if you have superficial pain or deep pain. Для того, чтобы проводить такую пальпацию правильно, нужно ее проводить дифференцированно. То есть ваше давление должно быть дифференцированным в поисках поверхностной чувствительности, и следом вы должны применять сильное давление, такое достаточно серьезное давление, для того, чтобы увидеть глубокую болезненность. So when you touch not too hard and you have a lot of pain, in fact, it is a pain from the fascia or the muscle. Если ваше прикосновение при пальпации легкое, такое едва заметное, и если лошади очень больно, то, скорее всего, источником этой боли является фасция, то есть поверхностно лежащие структуры. If you have to push more hard to find the pain, more deep,
it means that the pain is around normally the joint, the articular joint. Если для того, чтобы спровоцировать болевые ощущения у лошади, вам приходится давить достаточно сильно на область позвоночного столба, на зоны позвоночного столба, то, вероятнее всего, эта боль связана с проблемами, скорее, суставов, соединяющих позвонки. And sometimes you have some contracture of the muscle around the pain, so it's difficult to find the real pain, because in fact the superficial pain is more important, or in fact the real pain is more deep. So sometimes it's not so easy to do. Такая пальпация спины бывает довольно затруднительной, и это связано с тем, что лошадь сокращает мышцы в области болевого очага, лежащего поверхностно, и вы фактически уже не можете продавить дальше своей рукой для того, чтобы обнаружить глубоко лежащий источник боли. Это очень важный нюанс. Нужно помнить о том, что не всегда это бывает просто. So the people normally have the habit to do that on the back, but you can do exactly the same on the cervical area. So it's important to understand that you can do that. On the cervical area, you can do exactly the same. Традиционно принято среди докторов проводить такую пальпацию в области спины, то есть грудного, поясничного отдела, позвоночного столба. Но многие забывают о том, что ровно такую же пальпацию мы можем устроить и шейному отделу. Это совершенно та же техника и тот же принцип. After you can appreciate the mobility of the lumbar sacral area on extension and on flexion. Следом мы можем оценить подвижность пояснично-крестового сочленения, подвижность в позиции сгибания и разгибания. If this area is blocked, is never good for the horse. So this mobility of the lumbosacral area has to be very nice. Если эта подвижность отсутствует, то есть сгибание или разгибание, или то и другое заблокировано, то ничего хорошего в этом нет. Это очень важный такой реперный узел, который должен быть в подвижном состоянии, во всеоружии. After, you can try to have mobilization of the thoracic. Excuse me, I'm lost. Where is my? It's here. Yes. After, you can try to have a thoracolumbar extension. This is a very, very old test that you can see on the right, on the whole drawing. Следующий тест, такой мобилизационный тест, который мы можем провести, это тест, связанный с разгибанием грудопоясничного отдела. Это тест такой давнишний, общепринятый, даже вот на гравюре вы видите справа, доктор проводит этот тест. And after, you can try to do the lateral flexion test. And you know that this lateral flexion test is very important, because like this, you can appreciate the mobility of the first thoracic part. Следующий этап такого мобилизационного тестирования – это тестирование латерофлексии, бокового сгибания. Вы понимаете, что этот тест имеет категорическое клиническое значение в связи с тем, что позволяет оценить подвижность переднего сегмента грудного отдела позвоночного столба. Is the same when you do the flexion of the cervical area, you induce a flexion of the first thoracic part of the horse. So this is important too, because when you flex, you do a lateral flexion of the cervical area, the people think only on the cervical, but in fact you begin to flex the first thoracic too. Фактически примерно ту же самую область, то есть краниальный сегмент грудного отдела, первые грудные позвонки, подвижность их мы тестируем, когда проводим тест с боковым сгибанием с латерофлексией шеи. Многие относятся к этому тесту так, как, собственно говоря, к демонстрации подвижности боковой шейного отдела, однако в действительности одновременно с шейным отделом в этой ситуации мы тестируем передний сегмент грудного отдела. Is the same when you do extension or retraction of the forelimb. You have an action of the first part of the thoracic. So it's not a test only for the shoulder or the elbow. It is a test for the back too, and especially the second on the right,
when this test is positive, often you have a back pain. То же самое справедливо для такого не вполне очевидного теста, касающегося разгибания или сгибания верхнего отдела грудной конечности. Вы видите демонстрацию на картинках внизу. Такие тесты не только могут указывать на проблемы, на патологии в области плечевого и локтевого суставов лошади, но и также на неполадки в области переднего сегмента грудного отдела, то есть первых грудных позвонков. Особенно это касается второго теста на изображении справа. It is the same when the farrier do an extension of the legs. Sometimes he can have an action of the spine, and especially on the thoracic. So if the farrier says that it's difficult for him to have this extension, you have to think about the joint, but you can think on the back too. В некоторых случаях нам не обязательно даже этот тест делать, достаточно к ковалю прислушаться, потому что коваля – это как раз те люди, для работы которых иногда необходимо вывести конечность далеко вперед, например, или сильно назад, для того, чтобы было удобнее работать. Если коваль жалуется вам на то, что лошадь не позволяет это сделать, не забывайте о том, что это может указывать не только на суставные проблемы с конечностью, собственно, но и на проблемы со спиной. After you can try to have the mobilization of the cervical, so you can do extension, flexion, lateral flexion. When you do that, try to use a carrot or something like this. It is a voluntary movement of the horse. It's not you who provokes the movement. It is the horse who has to do the movement. Следующий вариант проведения тестирования – это тестирование, оценка произвольной подвижности, то есть то, насколько лошадь сама добровольно может согнуть, разогнуть или согнуть в боку свою спину и шею. Этот тест проводится с положительным подкреплением, нужно использовать морковь или какое-то другое угощение для того, чтобы именно у лошади было желание самостоятельно это движение совершить. В этой ситуации мы оцениваем именно тест, а не ситуацию, когда вы своей силой, своим усилием, какими-то точками приложения заставляете лошадь принять некую позу. You can use the transrectal palpation to palpate the psoas and to palpate the emergence of the nerves of the lumbosacral area. It is a very useful test, not easy to do, but very useful. And not a lot of people use this test. The people use this test to do ultrasonography, but not to find the pain. For me, it's very surprising. Еще один достаточно редко применяемый, но очень важный тест – это ректальная пальпация. В рамках пальпации вы можете оценить состояние корешков спинномозговых нервов, оценить костные структуры, обнаружить источники боли в области крестца и поясницы, пальпировать подвздошно-поясничный мускул. Интересно для доктора, что многие коллеги используют эту технику для ультразвукового сканирования, но при этом не используют, собственно, пальпацию ректальную для поисков источников боли. So you can see, you can palpate you have a hole on the left picture, you can see the hole, so you can see the emergence of the nerves. So if you have very, very pain nerves, you can palpate that. And when the horse has a positive test, he normally makes some sound like something like this. Вы видите, как на препарате демонстрацию того, как происходит такая пальпация, вы видите межпозвонковое отверстие, как раз из него на скелете, как раз из него выходит спинномозговой корешок, к нему можно прикоснуться через толщу тканей при ректальной пальпации. И если лошадь испытывает боль, то есть если там есть проблема, то она вам даст знать таким звуком, я, если можно, буду повторять, вот вы слышали, доктор сказал, то есть лошадь вокализирует о том, что ей больно. After you can see the horse moving, and especially on the circle, because it's very interesting on the circle, and you can see the position of the body on the curve. So on the left it's normal, and after when you have a cervical problem, dorsal problem,
after when you have lumbar problem, and at the end when you have a lumbar sacral problem. This is very interesting, and it's very interesting to see that when you launch the horse. Следующий этап – это оценка движения лошади. Самый интересный момент, если мы говорим об исследовании именно спины и шеи, то это оценка движения лошади на вальту в положении латерофлексии. На вот этой диаграмме вы видите такое схематичное изображение, как лошадь располагает свое тело, свою спину и шею, двигаясь по кругу, если у нее все в порядке, если у нее есть проблемы с шеей, если у нее есть проблемы с поясницей, если у нее есть проблемы в области пояснично-крестцового сочленения и так далее. After you have a test, the first single test or girls test, it is a test invented by my old partner, Dr. Desbrosse. Not a lot of people use this test. For me, it's very useful. I use it normally often to test the back. Some people use the saddle, but I think you have to use both the girth, the first angle, and the saddle. Следующий тест, этот тест был внедрен в практику коллегой доктором Деброссом. Это тест с троком или с седелкой. Некоторые коллеги предпочитают использовать седло для этих целей, для проведения этого теста, но с точки зрения доктора интереснее нам использовать тестирование и с троком, и с седлом, то есть использовать это как два разных источника информации. When you do this test, you have to be very careful because sometimes the reaction of the horse is very big. So you have to say to the guy who are at the head of the horse to be careful, always to be careful. Проводя этот тест, нужно относиться к этому с большим вниманием, потому что в некоторых ситуациях реакция лошади может быть достаточно яркой и не сильно приятной, поэтому человек, который вам ассистирует, коновод, должен быть предупрежден и внимательно следить за головой лошади, в момент, когда вы, собственно говоря, этот трок фиксируете и проводите этот тест. So sometimes this test is very positive, like you see on the left. The horse will jump. I think I have a movie. I will try to show you the movie, but I'm not sure I can't. У доктора вообще есть видеоролик, как I try. It seems to No, it doesn't work. No, it doesn't work. But you see that you have a big variation of the horse to jump forward, okay? В некоторых ситуациях, к сожалению, видео не получается запустить, но тем не менее вы все равно даже на фотографии видите очень яркую реакцию на этот тест. То есть при закреплении трока вы видите, что лошадь аж выпрыгивает вперед. Sometimes this test is useful to see more the lameness because if you stop the action of the back, the horse have not the possibility to compensate the lameness, so you can see more the lameness. So sometimes the horse have no pain on the back, but with this test you can block the movement of the back and you see more the lameness. At the first beginning, my partner, Dr. Desbrosse, have used the girth test to see more the lameness, in fact. Интересно отметить, что этот тест с троком, он может быть нам интересен, возможно, даже более интересен с точки зрения, с позиции оценки хромоты, то есть проблем конечностей. Почему? Потому что, блокируя спину с помощью трока, мы не даем лошади возможности компенсировать свою аритмию, свою хромоту спиной, движениями спины. И изначально доктор Дебросс предложил этот тест как раз в качестве такого отсекающего компенсаторную работу спины процесса. То есть спина не работает, не помогает лошади компенсировать аритмию конечностей, и вы ярче видите проявление хромоты. Of course, you have to do all the neurologic tests because, in fact, on the back, you have a lot of neurology. You have the compression of the spinal cord, you have the pain of the emergence of the nerves. So all the tests about neurology have to be done to see if you have a paresis, abduction, spasticity, atrophy, or something like this. Следующий очень важный этап клинического осмотра – это неврологические тесты, потому что если мы с вами говорим об области позвоночного столба, очевидно, неврологические отклонения могут иметь место
быть. Это может быть связано с компрессией спинномозговых корешков, это может быть связано с повреждением или компрессией, собственно говоря, спинного мозга в спинномозговом канале. Поэтому все минимальные проявления неврологических отклонений, таких как абдукция, таких как спастические явления, таких как паретические явления, мы должны с вами обязательно отсекать, обязательно фиксировать. When you have a neurologic lameness, for example, like a pain of the nerves, normally the lameness is sometimes you see the lameness and sometimes you don't see the lameness. If you have a lameness of the foot, for example, you see all the time the lameness. But when you have a neurologic lameness, sometimes you see, sometimes you don't see. Sometimes you see when the cervical in some position, sometimes you don't see. So this is a good possibility to make the difference between biomechanic lameness or pain lameness and the neurologic lameness. Если мы подозреваем неврологическую, так называемую неврологическую хромоту, если можно так назвать, то есть аритмию движений, вызванную компрессией спинномозговых корешков в какой-то зоне, то, скорее всего, эта хромота будет периодической, то есть то мы ее видим, то мы ее не видим. Если лошадь, например, хромает на копыта, то есть на дистальный сегмент конечности, то мы видим все время одно и то же, то есть все время по одному и тому же грунту, в одном и том же направлении мы видим одно и то же движение конечностей, головы, шеи и так далее. Что касается неврологической хромоты, так называемой, то здесь все будет иначе. Вы будете все время видеть вот эту вот вариацию, то хромота есть, то нет. При определенном положении, например, головы или при определенном положении корпуса эта хромота проявляется, потом она исчезает. And you have to remember that if you have, for example, a compression of the spinal cord between C6 and C7, sometimes you can see lameness on the front, but you can see two lameness on the behind, on the hind legs. So sometimes you see lameness behind, and the origin, the causes of the lameness is on the cervical area between C6, C7, or C7 and T1. And we sometimes we miss that. Еще один очень важный момент связан с тем, что для нас привычно слышать и оценивать ситуацию, когда есть какая-то проблема, какая-то патология в области 6-7 шейных позвонков. Мы связываем нередко эту проблему с хромотой на грудные конечности. Однако нельзя забывать, что такого рода повреждение, такого рода проблема может быть также связана и с хромотой тазовых конечностей, провоцировать хромоту на тазовые конечности. Это очень важный момент. An Italian vet has done a study about what are doing the vet in Europe, what kind of tests they use. So it's interesting to see that you have a big improving between the 2006 and the 2016. So you have a very improving of the exam of the horse on the back and the cervical area. This is for the back, for example. And if you look, a lot of people now done a neurologic examination. They use a lot the saddle. They use a lot the back mobilization. A lot more people are doing the rectal examination, etc., etc. So you see that you have a big improvement of the exam of the back and cervical area at the moment. Здесь вы видите представлено интересное исследование итальянским коллегой проведено. Это разнообразие клинических тестов, которые проводят ветеринарные врачи для оценки состояния спины и шеи лошадей. Очень интересная эволюция, многообразие этих тестов. Вы видите, что с 2006 к 2016 году значительно врачи улучшили диапазон тестов, которые они применяют рутинно для того, чтобы оценить состояние позвоночного столба лошади. И это очень отрадно. And you have some sign of back
pain, you can see on this picture too, and you see that it's the same. When you compare between the 2006 and the 2016, you see that the practitioner observe more and see more things about the back pain and are more, how to say, they don't look only on lameness, they look a lot about the back and the cervical area. Продолжение того же исследования, вот здесь мы видим признаки, которые точно так же с 2006 к 2016 году стали более часто доктора коррелировать с проблемами спины. Это очень важно, потому что не всегда какие-то небольшие, казалось бы, незначительные отклонения в поведении, в рутине работы лошади связаны с патологиями конечностей. Часто это также следствие, это может быть также следствием патологии спины или шеи, то есть позвоночного столба. И отрадно, что, в общем-то, все больше это приходит в рутину, все более детально исследуются клинические проявления и связываются с соответствующими патологиями позвоночного столба. And you have to remember, you see at the hand that subtle in-limb lameness or unexplained forelimb lameness can be explained by the back pain. So this is new, and we have to search more about that. И вот здесь очень интересное тоже наблюдение, если вы обратите внимание на два последних пункта вот этих клинических проявлений, клинических отклонений, легкая хромота на тазовой конечности или невыясненная этиология хромота на грудной конечности может быть связана с патологиями спины и шеи. И это очень важный момент, это область, в которой нам нужно разобраться и провести больше исследований. So it's finished for the well exam. And now we will go to the complementary exam. Базовый осмотр мы с вами завершили. Давайте теперь перейдем к дополнительным методам обследования. So I use more and more the thoracic, the lumbar, all the joint block. Okay, this for me is a big evolution since about 10 years. Okay. Сегодня все чаще и чаще доктор обращается к блокадам фасеточных суставов в грудном отделе и поясничном отделе. За последние десятилетия, он говорит, это одно из таких важнейших нововведений в его практике. Because when you have back pain, it's easy to find back pain, but after you don't know exactly why is it, and if you do a block, and you have a also change totally, you are sure that you have a problem here, and after you can make more exam with the X-ray, with scintigraphy, what you want, but to understand why you have pain. But I think it's more important to use a block that you see a lesion of a picture and to say, yes, the pain is due as this lesion. No, you have to do and to try to do the block. Блокады – это замечательный диагностический инструмент, потому что найти источник боли не так-то сложно. Гораздо сложнее понять, объясняет ли этот источник боли какие клинические проявления, которые не устраивают животное. И в данном случае, конечно, блокада незаменима для того, чтобы локализовать вот эту зону и дальше уже продолжать исследование, то есть понимать, что да, очаг боли у нас сосредоточен в этой области, и дополнительными методами, рентгенологическим обследованием, сцинтиграфией, что угодно, вы можете уже выяснять, почему, собственно говоря, там болит и что вы можете с этим сделать. And it's very surprising to see that you don't have to put a lot of local anesthesia between 0.5 and 1 milliliter. If you use the ultrasonography to help you, you can put this block very precisely, and after you can do again your palpation, the mobility, of course the locomotion, sometimes the surgical test, but you can do first the palpation and the mobility, and sometimes you have a very, very big improvement, or to ask to the rider to ride again the horse, and he can see too, or she can see too, a very big improvement. So it's very useful. So you can use that on the thoracic, and on the same you can use that on the, on the lumbar area.
Очень интересно, что не требуется большой объем анестетика для того, чтобы произвести подобного рода блокады, буквально пол-миллилитра, 1 миллилитр. Анестетика достаточно для того, чтобы заблокировать такой сустав в поясничном или грудном отделе. И после этого, уже после проведения инъекции под контролем ультразвука, вы можете проводить повторное обследование, то есть снова пальпацию, снова мобилизационные тесты, снова осмотреть лошадь на движениях, сделать тест строком, попросить всадника поездить, понять, есть ли какие-то изменения. Но зачастую даже сразу после блокады просто пальпация и просто мобилизационные тесты уже демонстрируют фантастическое улучшение. То есть вы точно понимаете, что вы попали. For example, on the second test, his horse jump on forward very hard and has a big pain, and after the block is totally normal. So this proves that you have the pain here. So without that, it's very difficult to be sure. Вот здесь, к сожалению, видео не запускается, но тем не менее, если вы вспомните, это лошадь, которая бурно реагировала на тест строком. Буквально первые шаги, которые попросил Конновод ее сделать после фиксации трока, были сопровождались такими прыжками, то есть явно очень больно было лошади. После блокады все, абсолютно спокойное другое животное. И таким образом вы, как врач, абсолютно точно уверены, что источник боли локализуется в том месте, которое вы заблокировали. So it is the same on the lumbar area, and you can do the palpation. The mobility is more difficult, but on the rectal palpation, sometimes you have pain, and after you remove the pain. So if you remove the pain, it means that you have a joint problem, and all the muscle around are very painful. And when you remove the pain of the joint, you stop the spasm of the muscle. То же самое справедливо для фасеточных суставов поясничного отдела позвоночного столба, также небольшой объем анестетика, и вы вводите под контролем ультразвука, и после этого проводите пальпацию. Разумеется, что касается мобилизационных тестов, тут немножко сложнее бывает оценить результативность, но здесь зато вам на помощь может прийти ректальная пальпация. То есть если вы пальпировали, например, мощный спазм мышц, болезненность, этот спазм может быть связан с патологией сустава, который теперь заблокирован, теперь от него не идет сигнал ноцицептивной лошади, не больно, и этот спазм расслабляется, то есть вы больше не находите вот этого узла спастического. Of course, you can do cervical joint block too. Разумеется, фасеточные суставы шейного отдела также можно блокировать. And you don't have to put a lot of local anesthesia too, 1 milliliter, 0.5, no more. And after you can do again your palpation, the mobility, of course, and to see if you have a lameness, if the lameness disappear or not. And this is very useful too. Здесь также нам не требуется большой объем анестетика, миллилитр, максимум 1,5 миллилитра лидокаина, и дальше после блокады повторяйте свой осмотр, свои тесты, пальпация, оцениваете подвижность и движение. Движение особенно интересно, если вы заподозрили, что хромота связана с патологиями шейного отдела, то как раз очень будет полезно отследить, исчезает ли хромота после блокады такой. And the last one you can do is a sacroiliac joint block. So this is very useful too. You don't have to put a lot, 2 milliliter, no more. Normally it's better to ask the rider to ride the horse after. You just have to be careful because sometimes if you put this product near the sciatic nerves, you have some risk of ataxia. Еще один вариант диагностической блокады – это блокада крестово-подвздошного сустава. Крайне полезная процедура тоже. Снова не требуется большой объем анестетика, максимум 2 мл лидокаина. И снова повторение обследования лошади, пальпации, оценка подвижности, оценка качества движений. Однако нужно быть осторожными, если случайно получится, что вы планируете анестетик вблизи нервов магистральных, то это может спровоцировать атаксию. After, of course, you have the radiography.
Конечно, еще одним методом дополнительным диагностического обследования спины и шеи является рентгенологическое обследование. So you can do radiography from the head to the first lumbar area. Доступна для этого обследования нам зона, начиная от первого шейного позвонка до последнего поясничного. And with the improving of the machine we have now, the X-ray machine we have, we can do now very nice picture, even in the field. И благодаря эволюции, техническому прогрессу и улучшению качества лучевых трубок, рентгенологического оборудования, мы можем получить очень хорошие, качественные диагностические изображения даже в полевых условиях, даже портативной техникой. And now we know we have a lot of pathology of the cervical area, of the back area. So now on the field, on a prepucious exam or some exam, it's easy to check that and not focalize only on the leg. Мы с вами уже посмотрели, какое обилие разнообразных патологий можно найти в области позвоночного столба лошади. И теперь, например, в рамках рутинного осмотра лошади где-то на какой-то конюшне далеко или в рамках предпродажного осмотра вы можете сосредоточить свое внимание не только на состоянии конечностей, но также и на состоянии осевого скелета. For example, on the, on this picture, you can see, of course, a kissing spine, but more important, a very bad osteoarthrosis of the joint. And this horse was very, very painful. So his jumping horse is doing the job, but always with pain. So this X-ray is not so difficult to do. So I think I encourage you to do more and more X-ray on the back. Здесь мы видим рентгенограммы грудного отдела позвоночного столба лошади. Это конкурная лошадь. Разумеется, мы все заметили синдром сближения остистых отростков, синдром случающихся остистых отростков позвонков. Но это не то, что привлекает наше внимание на этих снимках, скорее признаки ярко выраженного остеоартроза фасеточных суставов позвонков в грудном отделе. Эта лошадь продолжает прыгать, однако все, что она делает через боль. И связано это ярко выраженная боль, вероятно, как раз с вот такими остеоартрозными изменениями этих небольших суставов. You can do oblique view on the thoracic area, but this is more difficult and you need a good X-ray machine there with a lot of powerful. So it's not done for the field, but you have to know that this exists and you can see very well the joint of the thoracic area. Вы видите, что очень хорошие снимки уже можно получить с тем оборудованием, которым мы располагаем. Здесь на этом слайде вы видите косые проекции грудного отдела позвоночного столба лошади. Это уже как раз за пределами пока возможностей портативного оборудования простого. Однако вы должны понимать, что такая визуализация возможна в принципе, и это можно сделать и можно использовать с диагностической целью такого рода съемку. Of course, you can do the cervical area. Normally, the more important pathology are near the head at the insertion of the nuchal ligament and the last part of the cervical between C5 and T1. So, of course, you have the Wobbler syndrome between C3 and C4, but most of the pathology are up and down, in fact, near the head and near the thoracic area. Шейный отдел, безусловно, для нас не новость, что мы можем подвергать его рентгенологическому обследованию. В основном патологии, которые мы ищем, как правило, рутинно сосредоточены либо в самом переднем сегменте, то есть вблизи места крепления лунной связки, близко к голове, либо, начиная с пятого шейного позвонка, мы уже ищем изменения артрозного характера. Это чаще зоны, которые обращают на себя наше внимание. Однако, если мы говорим о Воблере, синдроме Воблера, он как раз такой оригинал, и его, эту патологию, эту проблему мы скорее будем с вами локализовать третьим-четвертым шейным позвонками. And the same for the cervical, you can do oblique view to see more the joint.
Косые проекции шейного отдела – это также способ получить хорошую, качественную рентгенологическую визуализацию суставов. After, you can do myelography if you want to see if you have a stenosis of the vertebral canal. Еще один способ усложнить рентгенологическое обследование – это провести миелографию для того, чтобы подтвердить ваше предположение о наличии стеноза спинномозгового канала. Now, with the evolution of the technique, we can do the myelography in the standing horse. So we have to remember that because you can do that on the field. It's possible now. Благодаря также техническому прогрессу мы с вами теперь можем сделать это на лошади стоя, когда она стоит, не колосея, и поэтому в полевых условиях, вне клинических условий, эта процедура теперь также доступна. And you see on this picture all the measures you can do. Вы видите на снимке, на слайде, как можно провести все необходимые измерения. So this is normal, but of course, if you have the dorsal DMC or if you have the DMC or the VMC or more thin, it means that you have a problem. We will see that after. Мы чуть позже увидим, как выглядит ненорма. Здесь мы видим нормальные измерения, сравниваем вот этот диаметр, толщину сверху, то есть выше столбик жидкости, выше спинного мозга и ниже спинного мозга. Of course, the scintigraphy can be useful. Ядерная сцинтиграфия – еще один полезный дополнительный инструмент диагностический. At the level of the cervical or at the level of the back, for example, on this also on the right picture, you see a very big spot of scintigraphy. So this, you can expect a problem here. Шея и спина доступны для сцинтиграфического исследования. Здесь вот вы видите такую горячую точку на фотографии справа. Поглощение контраста, это говорит о таком болезненном источнике. Now, with the evolution of the computer, you can compare the X-ray and the scintigraphy. Благодаря возможностям цифровой техники мы можем сравнить данные рентгенограммы и наложить их на данные сцинтиграфии. And do like this, and like this, you are sure that the lesion you see is in relationship with the scintigraphy. И, например, вот сделать вот так, то есть наложить рентгеновский снимок на результаты сцинтиграфии, таким образом убедившись в том, что источник боли связан с зоной рентгенологической патологии, которую вы находите. You can use the ultrasonography too. Ультразвуковое обследование – еще один вариант диагностической визуализации. For the thoracic area is not so useful, Для but on the cervical and lumbar area is very interesting. Для грудного отдела, к сожалению, не слишком полезным оказывается данная методика, однако шейный отдел, поясничный отдел очень интересными могут быть данные. For example, in the lumbar area, you can appreciate the shape of the joint, and normally this is a normal shape. When the shape begins to be round and with some osteophytes, you can expect a pathology of this joint. Например, здесь мы видим нормальное изображение посадочных суставов поясничного отдела, все в пределах нормы. Но если мы, например, наблюдаем изменение конфигурации, например, закругление вот этого края сустава, который мы видим с помощью ультразвука, то это может свидетельствовать о патологии данной зоны. The same on rectal palpation, you can have a good evaluation of the discus between the last lumbar and the first sacral. You can appreciate the nerves. You can appreciate the sacral joint. You can appreciate the joint between the intertransverse apophysis. So, of course, it is very interesting. Еще одна область применения ультразвука – это ректальное сканирование. Вы можете оценить состояние дисков между последним поясничным первым крестцовым позвонками и состояние нервов, как они выходят, как они выглядят в этой области. Это еще один
крайне интересная, еще одна крайне интересная область применения ультразвука. You have a very good review from Benoit and the guy and people who work with him about the appreciation of the discus by rectal examination with ultrasonography. It's very interesting. Есть очень интересная публикация доктора Бенуа с коллегами, как раз где подробно описана методика сканирования дисков каудального сегмента поясничного дела позвоночного столба лошади с помощью ректального ультразвука. The joint of the cervical are very easy to appreciate with ultrasonography, so it's very interesting to do that. Фасеточные суставы шейного отдела очень просто обследовать, и это очень интересный материал диагностический. You can see if you have synovitis into the joint, if you have a modification of the shape of the joint, if you have osteophytes, you can see a lot of things, so it's very interesting to do. Очень много интересных находок там может обнаружиться: синовит фасеточных суставов, изменение конфигурации костной основы фасеток, различные остеофитные образования, много-много интересных деталей можно увидеть с помощью ультразвукового сканирования суставов шеи. It's the same if you look at the study of the improving of the people, of the practitioner to do some this kind of examination. You see that in 2006 some are doing ultrasonography, but now a lot are doing ultrasonography. So you have a big improvement about this kind of exam, the radiology and the ultrasonography. И еще один, снова вернемся к статистическому исследованию итальянскому. Снова в 2006 году ультразвук применялся редко, эпизодически для диагностики состояния патологии спины и шеи. И мы видим, что к 2016 году значительно процент коллег, которые применяют ультразвук в такой рутинной диагностике, значительно увеличился. То есть практически все уже проводят такое обследование. And during the last year, you have the apparition of the CT, and the CT is very, very useful for the cervical area. And now we understand some things. Before, with only the radiology, ultrasonography, it was difficult, but now with the CT is very, very interesting. So I think in the future, to use the CT will be not an obligation, but you have to do if you want to understand. So, for example, if you look at the picture up, you see you have big osteoarthrosis between the facet, but the most important, you have compression of the spinal cord. So, in fact, you have two pathologies, not only an arthrosis. So you can do all the injection into the joint, you will never resolve the problem. So this exam is very, very useful. И последние годы нам стала доступна методика компьютерной томографии шейного отдела позвоночного столба, и, конечно, это настоящая революция. То, что мы могли добиться визуальной диагностики, используя рентгенологическое обследование, ультразвуковое обследование, не идет ни в какое сравнение с данными, которые мы получаем с помощью КТ. И, наверное, в ближайшие годы это станет практически нормой для того, чтобы разобраться в том, что происходит, делать КТ, по крайней мере, шейного отдела, позвоночного столба. Очень яркий пример вы видите на слайде перед собой. Мы видим образование остеофитов, остеоартроз фасеточных суставов, позвонков, которые находили до этого, но вместе с этим мы также наблюдаем признаки компрессии спинного мозга на этом уровне. То есть фактически у нас сочетанная патология. И можно до посинения инициировать фасеточный сустав, вот этот поврежденный, не имея каких-либо улучшений, не имея каких-либо результатов, потому что основополагающая часть патологии, она лежит глубже, и нашему взору без компьютерной томографии недоступна. And of course, you can do the myelography in the same times, and you are more precise information that if you do the myelography only with the X-ray, is more interesting. Миелография, то есть контрастирование и компьютерная томография с контрастированием – это еще одна дополнительная методика, безусловно, гораздо более информативная, более ярко отображающая ситуацию, нежели чем миелография, отслеживаемая с помощью иммунологического обследования.
So you have done all this exam, you know a lot of things about anatomy. So when you have finished all of this, you have to understand which organ is implicated on your horse. It is the vertebra, the joint, it is the muscle, the fascia, or it is the spinal cord or the nerves, or it is all. But you have to understand where is the problem. Итак, мы с вами рассмотрели разнообразные патологии, научились их отслеживать, выискивать. И в завершении вот такого обследования, что мы должны понимать? Мы должны понимать, какой орган является причиной неприятностей, какой орган вовлечен в патологический процесс. Это, собственно, межпозвонковые суставы разнообразные, это мягкие ткани, то есть мышцы или фасции, или это неврологическая составляющая, то есть поврежден, задействован спинной мозг или спинномозговые корешки, спинномозговые нервы, или, к нашему сожалению, все вместе, или некая комбинация. If you have a lesion, you have to understand what kind of lesion you have and what is the degree of healing of this lesion. This is important because if you have a fair old lesion without pain, it's not so important. But if you have a new lesion who have a big implication of the function of the organ, this is very important. Если вы нашли повреждение, нужно понять, что это за повреждение, на какой стадии заживления они находятся. Это очень важно, потому что если вы констатировали наличие каких-либо повреждений, каких-либо проблем, то, но, например, это повреждение старое, и оно уже давным-давно зажило, и вы просто видите остатки, след, который это повреждение оставило, и оно не сопровождается яркой болезненной симптоматикой, то, соответственно, это не то, что вы ищете. And you have to appreciate the function of the organ. For example, if you have a compression, a stenosis of the vertebral canal, it's done. You have nothing to do. So you have to say a bad prognosis or to find some surgery to do. But at the moment, we are at the beginning. But the appreciation of the function of the organ is very important. If you have a stenosis of the vertebral canal because you have a big osteoarthrosis of the joint, you can do all the infiltration of the joint, you will have never result. So you have to make a very good diagnosis and to appreciate the function of the organ. Следующий этап – это оценка того, как вот это повреждение повлияло на функциональность того или иного органа, который мы с вами рассматриваем, той или иной структуры, которую мы рассматриваем. Например, если вы констатируете компрессию спинного мозга в спинномозговом канале, то нужно понимать, что для вашего пациента прогноз крайне неблагоприятный, потому что касается хирургического лечения, то мы сейчас только в начале пути, не всегда оно доступно всем, но в данном случае вы должны быть ответственными за то, чтобы озвучить своевременно неудовлетворительный, неблагоприятный прогноз, например, при таком стечении обстоятельств. Потому что если, например, компрессия связана с каким-то массивным остеоартрозом межпозвонковых суставов, то это говорит о том, что никакие ваши инфильтрации многообразные любых препаратов, они существенно ситуации не изменят. То есть у вас нет инструментов для воздействия на такую проблему. So it is the first part of my presentation. After we have about the same another presentation about the treatment. So I don't know if we continue, we don't continue, what we are doing. На этом вторая часть лекции окончена. Дальше нас ждет с вами лечение, способы и методы лечения патологии, которые мы теперь научились распознавать и отыскивать. Доктор спрашивает, будем ли мы продолжать или мы чего-то будем ждать. Какой у нас план? Говорите, пожалуйста, со мной. Есть вопросы. We have questions. Вопрос про тест с сиделкой, с троком. Я поняла. Спасибо. Я повторю вопрос. Если все верно, то отлично. Вы хотите подробности по поводу теста с троком, с сиделкой, верно? Да, сущность метода какая, да. Okay, so it is the question regarding the Sersingale test. Can you explain the details, please, and what we do actually by doing this test? How do we compress the back somehow, or what? To use the second single test,
you use the normal gears like you see on the presentation, okay? And you put this on the back of the horse. You don't put too much pressure. It's not necessary to put too much pressure. And after you ask to the people to walk the horse, and after to trot the horse straight on the first, and after on the circle. And what you try to see, so first you can translate that. Тест проводится следующим образом. Для него используется самая обыкновенная сиделка, как вы видели на фотографиях. Идея не в том, чтобы создать какое-то избыточное давление. Идея в том, что вы позиционируете вот это устройство, если можно так сказать, часть амуниции, не слишком перетягивая при этом подпругу сиделки. Просто застегиваете ее, и сразу после того, как сиделка размещена на спине, вы просите коновода пройти шагом по прямой, пробежать рысью и по прямой также, и потом осматриваете лошадь на вальту также в движении. So what you can see when you are doing the test, first you can see that the horse is very not happy, and is like a young horse, and he jump very up. And this means that he doesn't support these things. Что вы оцениваете? Каким образом вы оцениваете результаты этого теста? Если лошадь, которую мы видели с вами на фотографиях в процессе презентации, выпрыгивает так, как будто ей первый раз что-то положили на спину, как молодые кони незаезженные это делают, это значит, что это позиционирование такой, в общем, легкой незначительной конструкции на спине причиняет ей неудобство, то есть она не готова это терпеть. And you can see other things. Sometimes the horse is not so painful, but he has a modification of the locomotion. Sometimes he is more stiff. Sometimes he puts the back on the left, on the right. Sometimes he is lame, and you can observe all these things. Не всегда пациенты реагируют так ярко, как вот наш рыжий конь на фотографии. Иногда вы можете наблюдать, например, просто изменение характера движений после позиционирования сиделки. Например, вы можете увидеть, что лошадь побежала более скованно, или акцентировалась хромота, или, например, лошадь стала заносить спину, сгибать спину в какую-то одну сторону после того, как сиделка размещена на ней. In fact, you can see about the same if you ask to the rider to ride the horse. But when the rider is riding the horse, he is doing a lot of things and you can't see these things. When you use this test, you have only the test and not the rider. So you can do both and to compare. But for me, it's very useful to use because I don't have the rider and I have my own idea about what happens. По большому счету, этот тест, он очень похож и те изменения, которые мы провоцируем, и те наблюдения, которые мы, собственно, с вами видим, это очень схоже с тестом, когда лошадь бегает под седлом, под всадником. Но проблема в том, что когда всадник сидит на лошади, кроме того, что он на ней сидит, и там есть вес, и некое ограничение подвижности, всадник совершает массу всяких движений, даже исподволь. И, соответственно, в ваш интимный разговор с лошадью вмешивается третий. Для доктора вот такой тест с сиделкой – это фактически исключение вот этих третьих лишних из такого общения. Поэтому для него он кажется более информативным, и он предпочитает использовать и его, и тест с седлом и всадником. So, I hope I've answered to the question. Доктор надеется, что он ответил на вопрос. Добрый день. У меня вопрос по глубокой пальпации. Сам по себе этот метод может быть болезненным. И как определить, это болезненность от избыточного давления, ведь можно причинить физиологично боль, или это все-таки говорит именно о патологии? Спасибо большое. So it is a question regarding the deep palpation of back and neck, whatever. How do we differentiate it between the actual pain of the compression, because we actually can compress, causing pain without any pain there? It's not true. It's not true. So we won't have any pain if we... No, it's not true. On the beginning, we think like this because sometimes when you have a lot of clients and all the horse have back pain, you say, yo, it's normal. But in fact, it's not normal. When you do deep palpation of the horse, you have no pain. If you have pain, it's not normal.
Доктор говорит, что это неверно предполагать, что мы своей пальпацией можем спровоцировать, именно речь идет о глубокой пальпации, можем спровоцировать боль. Это неправда. Если мы видим болевую реакцию в ответ на глубокую пальпацию, значит, там есть не физиологическая боль, то есть боль от какой-то проблемы. И раньше коллеги еще были другого мнения, то есть что да, что если, например, у нас один спортсмен, там, да, один всадник, и мы смотрим 10 лошадей, которые работают под этим всадником, и у всех боль, то мы были склонны считать, что, значит, эта боль, это такая вариация физиологической нормы, то есть нормальная реакция на наш импульс, который мы сообщаем, пальпируя, собственно говоря, достаточно с большим усилием. Но доктор убежден, что это не так, что всегда, когда мы проводим глубокую пальпацию и видим болезненную реакцию со стороны пациента, это всегда проблема. It is a continuation of the previous question, sort of a continuation. A colleague has a horse, mix of Arabian and the Haltike, I think. That is reactive, like a whole horse is reactive for the hip palpation. So the whole horse palpation is painful. How can we assess this kind of? First about the palpation, because it's often we have this kind of question. So with one of the guys of the clinic, we have done a study about students, and we teach them to do the palpation, what I try to teach to you. And we observe that about 80% of the students, they know nothing, are able to find the pain in the good place. So first, the palpation is finally good. So this is the first point. По этому поводу такой комментарий доктор дает. У него даже с коллегой в клинике было исследование такое, они работали с молодыми докторами, с студентами клиники, по тому, как они проводят пальпацию, в частности, спины лошади, и выяснилось, что в принципе 80% опрошенных не имеют представления о том, как правильно искать источники боли у лошади, как правильно проводить такую пальпацию. Поэтому первый момент, который нужно отследить, отконтролировать, это верна ли техника пальпации. Это первое. And the second point, I have done a lot of palpation of thoroughbred with horses in France, and these thoroughbred are very anxious or very like your Arabian horses. And what is very important is to put the horse in good condition. For example, if you do a palpation outside, you have no chance. You have no chance. You have to do this palpation in a box, in a very quiet environment, and to have the horse with you, not against you. Of course, if the horse is anxious or you don't know what will happen to him, it will not work. So remember, never do a palpation outside. Always do the palpation in a quiet environment. And if you do that, you will have a lot of success. Второй момент, касающийся пальпации, тоже очень важно. Это очень сильно точность вашего теста будет повышать. Это условия, в которых проводится пальпация. Доктор говорит, что он очень много работает с чистокровками во Франции, с чистокровными верховыми лошадьми, которые имеют, как мы все знаем, достаточно ядреный темперамент, и, естественно, готовы на любой шорох реагировать. И очень такие подвижные и недовольные бывают. И, соответственно, для того, чтобы ваша пальпация в таких вот усложненных ситуациях была верной, необходимо заставить лошадь играть на вашей стороне, а не против вас. Для этого нужно спокойное, тихое место, например, там денник или какой-то закуток. Нельзя пытаться сделать это на улице где-то за пределами конюшни, потому что это, скорее всего, затея обречена на провал. Очень важно, чтобы вы нашли место, условия и возможность договориться с лошадью сначала, а потом проводить вот это обследование для того, чтобы получить максимально тонкие результаты для своей дальнейшей клинической оценки. Спасибо большое. The question regarding the CT, you mentioned the computer tomography as a complementary diagnostic measure. Doing that from time to time, do you have any statistic about the incidence of
intervertebral disc disease in the cervical spine of the horse? And do you see any predisposal to that? Alors, about the discus, we have only information about the cervical area, okay? Yeah. We see a lot of, not a lot, we see sometimes this infection, so it's not a lot of time, but it's more often of old horses, not on young horses, on old horses. So in fact, probably it's a degeneration problem, understand? Периодически можно увидеть дегенерацию дисков в шейном отделе, который нам доступен для обследования с позиции. И, как правило, эта дегенерация наблюдается у возрастных лошадей. То есть это не молодые лошади, а именно признаки дегенерации у лошадей старшего возраста. So if you have a horse who is old and has a problem of ataxia, you have to search about the discus. But if you are young, also a normal adult horse, normally it's not happen. Or if you have not a trauma, of course. But for me, it's a degeneration problem. So it happens, but not a lot of time, and not a lot of time because we don't have so horses who are more than 20 or 25, in fact. Если таким образом мы видим возрастную лошадь, у которой начали проявляться признаки атаксии, то это то, что заставляет нас задуматься о признаках дегенеративных изменениях дисков межпозвонковых. Однако для молодых лошадей это скорее редкость, если, конечно, мы не рассматриваем травму. Но доктор говорит, что, к сожалению, нет большой статистики про страны из-за того, что в основном у него лошади младше 20-25 лет, то есть в таком более активном возрасте являются его пациентами. You have a recent study about that, and they prove that it is a degeneration problem. Есть публикация, есть исследования, группа ученых опубликовала результаты, и действительно, да, что присутствуют дегенеративные патологии у лошадей. I hope I answered the question. Доктор надеется, что он ответил на ваш вопрос. So we are done with questions. Shall we continue? So we continue. So we are going to the treatments. More interesting. Наконец, мы можем заняться интересненьким. Речь пойдет о лечении. So we will begin with the Wobbler syndrome. So I know that, I hope and I think that everybody knows the Wobbler syndrome. Начнем мы с вами с обсуждения такой патологии, общеизвестной, как доктор надеется, это синдром Воблера. So, in fact, we have three kinds of affection who can do this Wobbler syndrome. We have instability, the stenosis myelopathy, and the discospondylitis we were talking a few minutes ago. На самом деле существует три вариации изменений, которые провоцируют проявление Воблер-синдрома. Это нестабильность позвоночного столба, это стеноз, провоцирующий миелопатию, и это дискоспондилит, о котором мы с вами как раз вот только что говорили. And since the work of Mayu in about the 68, so a long time ago, everybody agrees that we have five grades of Wobbler syndrome. С 1978 года, с 1978 года, с момента публикации исследования Мэйхью и вот до сегодняшнего дня, мы принимаем, что существует 5 степеней Воблер-синдрома. So there you have nothing, and 5 you have a horse is unable to walk. Где нулевая степень, если можно так сказать, это отсутствие каких-либо клинических проявлений неврологического дефицита, и 5 это лошадь, которая не может самостоятельно передвигаться. 5-я степень. So first we have the stenosis myelopathy. Первое, на что мы с вами обратим внимание, это стенозирующая миелопатия, то есть миелопатия, связанная с стенозом спинномозгового канала. So what means stenosis myelopathy? It means that you have a compression somewhere of the spinal cord. Что это означает? Это означает, что происходит на каком-то этапе, в какой-то зоне происходит компрессия спинного мозга, то есть сужение спинномозгового канала.
So in the picture, you can see you have the compression on the dorsal part of the spinal cord on this horse between C7 and T1. Здесь на снимке вы видите как раз такую ситуацию, когда произошло сдавливание, компрессия спинного мозга на уровне сустава между седьмым шейным и первым грудным позвонками. So sometimes stenosis myelopathy can be a congenital problem, but more often it's a problem you can find on the adult horse. В некоторых случаях стенозирующая миелопатия может быть врожденной проблемой, однако чаще всего мы встречаем такую ситуацию у уже взрослой лошади. The CT is very useful, the MRI too. On this picture of MRI, you see that you have a big compression of the spinal cord of the basis on this picture, for example. Помимо компьютерной томографии в качестве интереснейшей диагностической визуализации такой проблемы мы можем использовать МРТ, магнитно-резонансную томографию. Здесь мы видим такой пример, и мы видим как раз область компрессии спинного мозга очень ярко. So, like this, you can do very precise diagnosis of that with the CT of the MRI. Таким образом, с помощью КТ, с помощью магнитно-резонансной томографии очень четко можно диагностировать, выявлять вот эту зону компрессии. So, if you look at this picture on the right, this is a CT with a myelography. So you see that you have some contrast product on the left, but you have nothing on the right. So it means that you have a big compression of the spinal cord, and this big compression is due to chondrodysplasia of the facet joints who compress the spinal cord. Здесь вы видите пример контрастной компьютерной томографии. Очень ярко мы видим очаг компрессии, где за счет разницы в объеме контрастного вещества в данном случае компрессия связана с хондродиспластическим поражением фасеточных суставов позвонков. After you can have disappear of the discus. Следующий момент – это патология диска. Собственно говоря, диск может исчезнуть, если можно так сказать. So, in fact, when the discus disappear, you have instability, and when you have instability, you have compression in some when the cervical joint has some movement. Фактически, когда происходит дегенерация диска, то вслед за этим мы видим потерю стабильности суставного соединения, и, соответственно, например, в шейном отделе появляется лишнее движение, излишняя подвижность. So it is exactly the same what happens sometimes in young horses. You have sometimes some instability with a normal discus, and this instability provoke a compression of the spinal cord. В некоторых ситуациях мы подобную картину наблюдаем у молодых лошадей при сохранении нормального диска, когда происходит дестабилизация структур шейного отдела позвоночного столба, и вот это, опять же, нестабильность соединений между позвонками и шеей приводит к компрессии. So, when you have instability, big instability, when you have stenosis compression of the spinal cord, when you have a discus problem, you have the cord compression, I think the only things you can do is the surgical treatment. В случае, если вы обнаруживаете такие проблемы, такие находки, то есть вы видите выраженную компрессию спинного мозга, если вы видите признаки нестабильности или поражения диска межпозвонкового, то с точки зрения доктора единственно приемлемый вариант лечения – это хирургия. On instability of the young horses, and when you have not a big grade, for example, if you have between 1 and 3, you can wait that the horse grow, and sometimes you have an improvement of the syndrome. So, and the young horses and the instability of the young horses, you will do the surgery only on the grade 4 and 5.
В случае, если вы видите признаки нестабильности в шейном отделе у молодого животного, у молодой лошади, и неврологический дефицит, который спровоцирован вот этой нестабильностью, имеет легкую степень, то есть где-то от 1 до 3 степень неврологических отклонений, то в такой ситуации вы можете подождать в надежде на то, что с возрастом, по мере взросления, вот эта нестабильность уйдет, компенсируется и, соответственно, лошадь сможет продолжить жить нормально. О хирургическом лечении незамедлительном речь идет, когда вы видите признаки нестабильности, неврологический дефицит 4-5 степени. When you have a destruction of the discus, I think the surgery is a very good indication. При разрушении диска, если вы констатируете разрушение межпозвонкового диска, это, безусловно, показание к операции. And when you have a stenosis, with the study we have now, we observe that when you stop the movement of the joint between the two vertebrae, normally the vertebral canal will be more big. So normally the surgery is a good indication too. В случае, если вы наблюдаете нестабильность, то есть неврологическая симптоматика связана исключительно с нестабильностью, то, как говорят исследования, хирургическая стабилизация, то есть редукция объема движений между вот этими двумя нестабильными сегментами, позволяет расширить, увеличить пространство спинномозгового канала, то есть, в принципе, хирургическое лечение в случае выявления нестабильности также возможно. The problem at the moment, if we don't have a lot of technique, and we have to improve all this technique, and to improve this technique with the different situation we are. For example, if it's a discus problem, we have the technique. But if it is a stenosis problem, we have to think to other technique. So at this moment, we have to go forward, and I think we will do that with information we have by the city. К сожалению, на сегодняшний день хирургические техники не так богаты, их ассортимент в области хирургии, если можно так сказать, не так широк у докторов. И поэтому, если речь идет о, например, дегенеративном разрушении диска, то здесь хирургическая техника более или менее очевидна. Но если речь идет о компрессии, о сужении спинномозгового канала, то, к сожалению, хирургическая техника, методика, которая имеется на сегодняшний день, она не оптимальна, и нужны какие-то другие методы. И, скорее всего, эти методы в скорости будут разработаны благодаря возможности компьютерной томографии, визуализации с помощью компьютерной томографии. My partner have done this surgery at the beginning of the 90s. We have done about 25 horses, yes, I think. It was about only instability of the vertebra. The result was not so good. So I think we have to improve the technique. В 90-х годах доктор с своим партнером, с доктором Деброссом, провели ряд операций, которые были направлены на решение проблемы нестабильности суставов шейного отдела позвоночного столба. 25 лошадей примерно доктор было прооперировано, к сожалению, не с самыми обнадеживающими результатами, поэтому нужно думать что-то другое, какую-то другую технику рассматривать. The technique has been improved by Dr. Grant in USA, and we have this technique. I think about all the people who are doing that use this technique at the moment. In fact, it's a CTIL shoe surgery, because in fact he has done the first time on a very important thoroughbred horse in America, and the name was CTIL shoe, and the result was fantastic. But I think the result was fantastic because this horse have a discus problem. Интересно, эволюцию получила данная хирургическая методика, совершил ее доктор Грант в Соединенных Штатах. Первая лошадь, которую он прооперировал с помощью этой техники, была молодая чистокровная лошадь, и был фантастический успех, но доктор предполагает, что вот тот успех, он был скорее связан с тем, что в данном случае патология была связана с диском, нежели чем с какими-то другими проблемами со стороны шейного отдела, хотя на сегодняшний день большая часть специалистов, которые такие операции проводят, пользуются именно методикой Гранта. So the principle is to do an arthrodesis of the joint
only on the joint with the discus, not the joint of the with the facet, but the objective is to do this arthrodesis. Фактически техника заключается в формировании артродеза между дискового сустава позвоночного столба, то есть не фасеточных суставов, а только сустава с межпозвонковым диском. So on this picture you see all the steps of the surgery, and now we can do that with less aggressive opening of the skin if you can use this technique correctly. And I think it's a good technique to use. The problem has a result. So not, Здесь вы видите поэтапную демонстрацию вот этой техники операции. На сегодняшний день мы имеем возможность проводить операцию менее агрессивно, менее инвазивно, с меньшим очагом поражения кожи в процессе операции, то есть гораздо более все гуманно. И, в общем-то, операция техника очень хорошая, вполне осуществимая, неплохо переносимая пациентами. Проблема заключается в том, что результативность ее не слишком хороша. Of course, you have some people who are trying to search a new technique, for example, like Fabrice Retinol, who try to have a best technique with an implant who is more in relationship with the morphology and the shape of the cervical. Разумеется, ведутся исследования, проводятся работы с целью разработать более результативную, более многообещающую методику хирургического лечения проблем Боглер-синдрома. Например, доктор Фабрис Рассиньоль, вот здесь вы видите публикацию, предложил технику с использованием импланта, который более физиологичен с точки зрения подвижности в попытке вот эту вот проблему компенсировать. It is nice to do that because like this we can have improvement of the technique, but I think all these surgeons have to work with the CT. If you don't work with the CT, you put new implants, but you never know on which kind of orthos you put the implant. So I think the future is to have the CT, to know exactly the lesion, and after to have the surgical technique which adapt to the lesion. И эта техника представляется доктору довольно результативной, то есть ему кажется, что она неплохую идею под собой имеет, но, безусловно, такие методики таких операций должны разрабатываться под контролем, визуальным контролем компьютерного томографа, потому что зачастую мы кладем на стол пациентов, не зная, что у них, собственно говоря, происходит, какая особенность патологии, с какой особенностью патологии придется иметь дело. И до тех пор, пока мы не будем иметь рутинного вот такого визуального контроля, мы не добьемся результативности с точки зрения хирургического лечения. And at the moment, some people are thinking to block the facet joint too, because in this technique you block the joint, the symphysis, but you don't block the normal joint of between the two vertebrae. And we know that with the anatomy that the joint have a big movement. So if you can block this joint too, it will be perhaps better. Some people think about that at the moment. Сейчас некоторые коллеги делают предположение, что результативность методики можно будет повысить, если блокировать не только симфиз, то есть не только дисковый сустав, но и фасеточные суставы тоже, потому что вот эти синовиальные суставы, они имеют очень широкую амплитуду, и, возможно, если заблокировать подвижность и в них тоже, мы получим более результативные хирургические методики. Возможно, это не так уж и неверно. What are the result of this surgery? If you look at the result everywhere in the world, in fact, and since a long time ago, it's not so good. It's between 50 and 60%, so it's not so bad. But in this 50 and 60%, sometimes you pass from a grade 3 to a grade 2, or grade 4 to a grade 3. So
we have to understand that the cervical area have a big movement. If you stop a part of this movement, you save the life of the horse, of course, but perhaps you don't have a very high-level sport horse. Интересно, что несмотря на то, что операции, которые доступны на сегодняшний день, хирургические техники, которые доступны на сегодняшний день, доступны уже достаточно долгое время, то есть они применяются на протяжении довольно продолжительного времени, и результативность, если посмотреть на всех хирургов, которые проводят такого рода операции, результативность, успех этих операций не так высок, составляет примерно 50-60%. Что здесь важно понимать? Важно понимать, что в эту статистику, ну, во-первых, это не так мало и не так много, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что в эту статистику входят такие результаты позитивные, как переход от третьей степени проявления неврологического дефицита ко второй или от четвертой к третьей. То есть это не полное выздоровление лошади. И если рассматривать такую операцию как жизнеспасающую, то, безусловно, да, она стоит того, чтобы затеваться, потому что это действительно методика, которая спасает жизнь лошади. Однако, памятуя о возможностях шейного отдела с точки зрения подвижности, блокировка какого-либо сегмента шейного отдела, возможно, поставит крест на каких-то успехах спортивных этого животного. То есть, да, жизнь мы спасем, скорее всего, но велика вероятность того, что ожидать каких-то спортивных успехов от такого пациента уже не придется. So I think, like veterinary, we have to have some ethical approach of this surgery. For example, if you propose these surgeries for owner who want to have a very high-level sport horses, I think you are not nice. If you propose this surgery to a guy who have a stallion, this is a very good indication. A brood mare is a very good indication. For the laser, it's a good indication. But for the high-level sport, I don't understand why we propose this kind of surgery. But it's my ethical approach, understand? Because at the end, you don't have so much result and you don't help the horse. Мы с точки зрения доктора должны какую-то этику рекомендаций такого рода лечения соблюдать, как ветеринарные врачи. И, безусловно, этика – это такое индивидуальное понятие на сегодняшний день. Свой взгляд этический на эти операции доктор формулирует следующим образом. Если, например, речь идет о владельце лошади, который планирует добиться высоких спортивных результатов, то есть ему нужен партнер спортивный, а не газонокосилка, то, безусловно, такому клиенту, такому владельцу рекомендовать подобное хирургическое лечение не совсем этично в связи с тем, что результаты очень туманные в отношении спортивных перспектив такого животного. Но если владелец приводит к вам лошадь с такими проблемами, это, например, жеребец хороших кровей или это племенная кобыла, то, безусловно, эта операция 100% интересная попытка увеличить комфорт, повысить комфорт и спасти фактически жизнь такому животному, которое потом в дальнейшем может быть использовано по тому назначению, которое предписывает ей владелец. То же самое касается лошадей таких хобби-класса, лошадей просто друзей. То есть если владелец готов просто попытаться побороться за жизнь этого животного, то это один разговор. А если речь идет о каких-то спортивных перспективах, то здесь, наверное, не вполне этично хирургическое лечение предлагать. After, sometimes you have some fracture of the cervical area. Before, all this horse was euthanized, but now sometimes we can do something. So this is the same, it's fabric-functional surgery, and he saves this horse. But when you do that, it's the same. You have to have an ethical approach and to explain to the clients that this is done to save the life, but not to put again the horse in the sport. Следующий вид патологий, которые, безусловно, нуждаются в хирургическом лечении, если вообще рассматривать лечение их, это переломы шейного отдела позвоночного столба. Раньше при такой патологии однозначно эвтаназия только рассматривалась. Сегодня есть уже сведения, есть данные, результаты хирургического лечения подобных переломов. Вот здесь вы снова увидите публикацию доктора Фабриса Рассиньола.
3 перелома, 3 лошади с переломом шейного отдела, прооперированы им. Однако снова здесь встает перед нами этический момент. Мы понимаем, что эти операции проводятся для того, чтобы спасти жизнь лошади, а не для того, чтобы вернуть ее к первоначальному использованию или в дальнейшем рассматривать ее как спортивного партнера. But what is interesting is now we know it's possible, so we have to be more performant, no, more good, and to try to resolve this fracture without arthrodesis. Because if you do the arthrodesis, you stop the sport process. If you resolve the fracture without arthrodesis, you let a chance to the horse to continue the career of the sport. Однако имеющийся уже опыт хирургического лечения и переломов шейного отдела говорят о том, что это в принципе возможно. То есть да, конечно, если хирургическое лечение сопряжено с формированием артродеза, к сожалению, это, скорее всего, конец карьеры для лошади. Но если мы научимся, если получится разработать методику, которая позволит лечить, корректировать переломы шейного отдела без перехода в артродезирование, то есть без формирования артродеза, то, возможно, это будет способ сохранить и спортивную карьеру лошади даже после такой серьезной травмы. After you have all the facet pathologies. Следующий пункт наших проблем – это патологии фасеток, фасеточных отростков. So the cervical articular facets. So first you have osteoarthrosis. Первое, что мы рассмотрим, это остеоартроз фасеточных суставных отростков шейного отдела позвоночного столба. So you have some gradation of this affection. Есть стадии, степени выраженности такого поражения. So you have to appreciate the cranial facet or the caudal facet, like this. So the cranial is outside and the caudal is inside. Нужно понять, каким образом устроен фасеточный сустав, если можно так сказать. Каудальная фасетка, она лежит за краниальной. You see that on the picture up. You see on the up, the cranial part is outside and the caudal part is inside. На верхней картинке мы это видим. Краниальная часть фасетки снаружи, каудальная внутри. And you can see that you can have a modification of the shape of the facet. The normal facet is straight and the abnormal facet is curved. Может возникать модификация, изменение формы фасеток. В норме фасетка прямая, имеет такую плоскую поверхность. При отклонении от нормы она приобретает такую изогнутость контура. And you can see that you have some osteophytes, of course, like all the osteoarthritis. Кроме того, вы на фоне остеоартритных, остеоартрозных изменений можете наблюдать формирование остеофитов. This is for the caudal articular process. Where, which is you have the cranial. When you see the facet, you have the outside part is the cranial, and you have the inside part is the caudal. Because it's the caudal part of the first vertebra. Это каудальная фасетка, то есть каудальная фасетка впереди лежащего позвонка, она спрятана за краниальной фасеткой последующего позвонка. And you see the same, that you have a modification of the shape, it begins to be round. То же самое мы можем наблюдать в результате остеоартрозных изменений от плоской поверхности. Поверхность фасетки может закругляться. And you can see, you can have some osteophytes too. И также сопровождаться формированием остеофитов. When you see on the cranial part, you see the osteophytes is on the right. If you look at the caudal part, the osteophytes is on the left. So, in fact, the more dangerous osteophytes is the osteophytes of the cranial part, because you go inside, near the nerves. Of the cranial.
Если вы посмотрите внимательно, то остеофитное образование в районе краниальной фасетки является более опасным, более угрожающим, нежели чем остеофитное образование на каудальной поверхности, на каудальной фасетке. If you see at the CT, you see different kinds of osteoarthritis of the facet joint. Разные варианты визуального проявления остеоартроза фасеточных суставов. So you see on the third picture, you have a caudal part with osteophytes, and the osteophytes is up, is far from the nerves, okay? Вы видите на третьем изображении слева, вы видите образование остеофитов на каудальной фасетке. В данном случае вы видите, что вот этот остеофит, он далеко от зоны расположения нервной ткани, нервов, корешков спинномозговых нервов. If you look at the second picture, you see the opposite. It's an osteophytes of the cranial part, and you see you are going near the spinal cord and near the nerves. На втором изображении в ряду вы можете увидеть противоположную ситуацию, когда формируется остеофитное образование на краниальной фасетке, и, соответственно, вот эти остеофиты, они располагаются вблизи зоны расположения спинного мозга и корешков спинномозговых нервов. And when you look at the fourth picture, totally on the right, you see that you have big modification of the cranial part, and this big modification can do compression of the spinal cord and compression of the nerves. На самом крайнем справа изображении, на четвертом по уходу, мы видим масштабное изменение формы краниальной фасетки. Мы видим, что такое изменение может провоцировать компрессию и спинного мозга, и корешка спинномозгового в этой области. So what you can do on this kind of pathology? Как мы можем с такой патологией поступить? So you can use infiltration of these articular synovial joints with the use of ultrasonography. Внутрисуставная инъекция – это возможный вариант в данном случае. Проводится она под контролем ультразвука визуальным. So this is not too difficult to do. It's just you have to learn, of course. Не самое сложное по технике инъекция, просто нужно освоиться, научиться. And after you can use all the products that you use in all the joints. You can use steroid, you can use biologic product, you can use what you want. The objective is to have an action of osteoarthritis joint. Что касается препаратов, которые вы будете вводить в эти суставы, то что угодно вы можете использовать. Все то же самое, что вы используете для любых других суставов синовиальных, конечностей, например. Это могут быть синтетические продукты, тканевые продукты, все что угодно, что вы рассматриваете перспективным с точки зрения коррекции остеоартрита. If I can give some advices about the realization of this infiltration, I can say, first, use less as possible of tranquilization, of sedation. Если вы позволите доктору дать вам совет в порядке освоения вот этой техники, и если вы новичок в применении данной техники, пожалуйста, минимальное количество седации используйте при таких инъекциях. More the horse is quiet, more is easy to do. You want more sedation? No, you use no sedation with a quiet horse. Okay. Просто нужно добиться ситуации или добиться такого пациента, чтобы это была спокойная, терпеливая лошадь, и минимальное количество седации или вообще без седации. And sometimes it's more easy to use without the twitch. Иногда такую инъекцию легче осуществить даже без закрутки. Because if you have some torsion of the joint, it's more difficult to do. More the horse is normal, more is easy to do. And if you use a needle who is very small, it's like a small intramuscular for the horse. So it's more easy to do. Потому что чем больше лошадь двигается, тем больше
получается проворот вот этих структур фасеточных отростков друг относительно друга, тем сложнее вам попасть туда. Чем спокойнее лошадь, чем естественнее положение шеи и головы, тем легче вам попасть туда, особенно если вы используете небольшую иглу, тот же диаметр, что и для внутримышечных инъекций обычных. And you have to see the opening of the joint and to see the needle who go inside the joint, because if you stay outside the joint is not good. You have to go inside the joint. Очень важно, чтобы вы увидели, собственно говоря, просвет сустава между двумя суставными поверхностями и увидели, как ваша игла вошла в этот просвет, и только после этого вводили препарат, потому что если этого не произойдет, то все пойдет не совсем так, как нужно. So now I think everywhere in the world the people use this technique and think it's a good technique, and we have the possibility to inject some joint. So I think it's a very good advance at the moment. На сегодняшний день эта техника, в общем-то, получила повсеместное распространение, коллеги по всему миру ею пользуются, она замечательная совершенно в своей простоте и эффективности. About other thing, you can use the stretching on the cervical area. Sometimes it's useful. Еще одной методикой лечения в данном случае может быть стретчинг, упражнение на растягивание, на растяжку. В некоторых ситуациях это может оказаться полезным. And never forget that equitation and how the horse is riding is very important about the evolution of this kind of pathologies. Конечно, никогда не забывайте о том, что критическое влияние на подобного рода патологии фасеточных суставов шеи оказывает то, как лошадь используется, как на ней ездит, как она работает. After you have the OCD, the osteochondrosis lesion. Следующий тип повреждений – это OCD, остеохондрозное поражение. For example, on this picture, you see a small bone. You can see, I hope, a small bone. It is in the joint. Например, вот здесь на изображении слева, которое вы видите, посередине, и справа, собственно говоря, стрелочками отмечено небольшой костный фрагмент, который располагается внутри сустава. So, of course, with the CT, you know exactly where is the fragment, you know exactly what is the size. So, if you want to do something on this kind of pathology, of course, with only the X-ray, I think is not very nice to do. You need the CT to say, I will do something with surgery. И снова такую замечательную визуализацию в данном случае мы можем получить, вероятно, только с помощью компьютерной томографии. К сожалению, рентгенологическое исследование не дает нам такой точной локализации проблемы и, соответственно, лишает нас глаз. То есть мы не можем планировать адекватно хирургическое вмешательство для того, чтобы этот фрагмент извлечь. So, of course, in this kind of lesion, the infiltration, we don't know why to do infiltration. So we want to do some surgery. And now in the world, everybody try to do that. And recently, on the last Congress of the ECVS, we have a very good presentation of Dr. Hughes about what he has done of this kind of situation. Очевидно, что такая проблема едва ли поддастся каким-то инъекциям, инфильтрациям. Мы тут можем рассматривать только, в общем-то, хирургическую коррекцию. Естественно, ведется по этому поводу работа масштабная. И одна из интересных работ была представлена на Конгрессе CVS. Доктор Хьюз ее представил. Это артроскопическая хирургия, OCD. So, if you know exactly where is the small bone you want to remove, you can have a cranial approach or a caudal approach. The cranial is blue and caudal is violet. Если мы вооружены пониманием, где располагается фрагмент, мы можем выбирать доступ краниальный или каудальный. Краниальный синими кружочками отмечен, каудальный фиолетовыми кружочками. So what is very interesting in the technique of Dr. Hughes is he open the skin, he opens the muscle to go to the joint, and after he does the arthroscopy. And I think it's very smart because it's less difficult for me to do like this.
Интересно, что методика доктора Хьюса описывается следующим образом. Он не использует сразу артроскоп, он формирует себе хирургический доступ сквозь кожу, сквозь мышечные слои, и только после этого заводит артроскоп. С точки зрения доктора это очень разумный подход. Для него это представляется гораздо более простым с точки зрения техники метод. So this is a picture of Dr. Hughes, and you see that you have a ferret smith who removes the bone into the joint. So you can do that. It's possible. Здесь это фотография, одна из фотографий доктора Хьюса. Мы видим, что осуществив себе доступ внутрь сустава зачаточного, мы, в общем, это возможно, мы действительно можем удалить этот фрагмент. So what he has done between 2016 and 2020, they have done a lot of CT, you see, and they have done some surgery. And what is interesting is what happened to this horse. So this horse have a reduced cervical worm. Perhaps you will translate. Здесь мы видим результаты работы, которую проделал доктор Хьюз с 2016 по 2020 год. Было происследовано с помощью компьютерной томографии 57 лошадей. Из них 4 лошади имели в качестве клинического проявления снижение амплитуды подвижности шейного отдела позвоночного столба. So if you look at the clinical scene of these horses, it's very typical for me for this kind of pathology. You have reduced cervical worm, you have pain on palpation, shortened cranial phase, this is very important, low head carriage when ridden, tripping, this is important too, and refusal to eat hay from a net. So this, you have some signs who are typical of these pathologies. Excuse me, tripping, what do you mean by tripping? When they will fall when you ride the horse. You understand? Клинические признаки лошадей, которые были в итоге подвергнуты хирургическому лечению, это очень важное наблюдение с точки зрения доктора. Это лошади имели сниженную амплитуду подвижности шейного отдела позвоночного столба, боль при пальпации, укорочение передней фазы шага, это очень важно на обоих грудных конечностях, и наличие хромоты, которая не поддавалась диагностике, не вписывалась в рамки обычной градации хромоты. Такие лошади, некоторые из этих лошадей низко несли голову при верховой езде, когда на них ехал всадник. Лошади имели тенденцию спотыкаться, запинаться на передние ноги, а также отказывались есть сено из рептуха. So this is what they have done with arthroscopy. What is not very interesting is just what they have done. What is interesting is the outcome. So they have a good resolution of the cervical pain of 4 or 5 horses. So this is not too bad. Интересные результаты вот такого артроскопического лечения, такой артроскопической хирургии, что из 5 прооперированных у 4 лошадей удалось убрать болевой синдром со стороны шейного отдела позвоночного столба. So this kind of publication is very encouraging for us, because like this we will be more we will go to the surgery more easy, because some people like this Dr. Hughes have some good results. Согласитесь, что это довольно неплохой результат, который нас, в общем-то, побуждает к тому, чтобы такую операцию рекомендовать и проводить для своих пациентов по той технике, которую предлагает доктор Хьюз. Just never forget that, because I agree totally with that. This surgery is in fact very difficult, and you have to practice and to train before to do this kind of surgery. Don't do like this, or it's not so easy to do. Be careful, okay? Сейчас очень важный посыл для коллег, которые готовы взяться за подобного рода хирургическое лечение. Очень важно, чтобы вы оценили степень сложности этой методики,
это вообще непростая операция, то есть нужно очень серьезно подготовиться к ней, прежде чем все-таки проводить ее в клинических условиях. And I think you need to have the CT picture before and after to use the ultrasonography to go to the joint. И, конечно, КТ, наверное, необходимо для того, чтобы отслеживать ситуацию положения этого фрагмента остеохондрального до и после операции, а также использовать ультразвук в качестве дополнительной диагностической визуализации. Another pathology is the nerve compression. Еще одна проблема, еще одна патология – это компрессия нервов. So more often this compression are between C6, C7, C7, T1 and T1, T2. So is the place where you have more chance, not chance, but you have more pathology. Наиболее вероятно возникновение такой проблемы, такой компрессии на уровне от 6-го шейного до 2-го грудного позвонка, то есть Т6, Т7, Т7, Т1, Т1, Т2. Of course, again, the CT helps you to see exactly where is the compression. So you see on this horse you have place on the right, but you have no place on the left. In fact, it's the opposite. But on the picture, it is no. You see on the left that you have no place, but for the horse, it is on the right. Excuse me. Вы видите, безусловно, снова компьютерная томография, конечно, потрясающая методика визуализации такой компрессии. Здесь вы видите один из таких примеров, когда происходит компрессия спинномозговых корешков. Справа для нас на картинке, слева для лошади. So if you look at this horse, it was a very good jumping horses, and you see you have a big compression. And you have a loss of the muscle, so you have atrophy of the muscle. So this horse was very lame with atrophy of the muscle, and you have a nerves problem, definitely. Еще один пример. Вы видите масштабная компрессия нерва, сдавление спинномозгового корешка. Это очень хорошая конкурная лошадь, но даже в результате такой компрессии, даже визуально мы видим участок атрофии мышц, такой измененной структуры мышечной ткани в зоне атрофии. So in the same time you have compression of the spinal cord. Одновременно с периферической компрессией мы наблюдаем также компрессию спинного мозга. And of course you have osteoarthritis of the joint. И, разумеется, остеоартритные изменения собственного фасциаточного сустава. So what you can do, some people, me too, try to do infiltration of the nerves. So you can to put some things on the nerves. You have very good publication, very recent publication about how to do that with ultrasonography. Многие коллеги в такой ситуации, и доктор тоже не исключение, пытаются провести инфильтрационное лечение спинномозгового нерва, провести инфильтрацию. Есть достаточно свежая публикация о том, что это, в общем, осуществимо с помощью ультразвукового контроля. So you see the nerves on the left, you see very well, and you see the nerve on the ultrasonography on the right. Слева на препарате очень хорошо мы видим спинномозговой нерв, справа мы видим, как это выглядит, та же зона выглядит на сканировании ультразвуковом. So the objective is to put some product around the nerve, not into the nerves. Целью данного лечения является введение препарата вокруг нерва, а не внутрь нерва. You can use a steroid, not late steroid, short-acting steroid. Для этих целей можно воспользоваться стероидами, кортикостероидами короткого действия. Or you can use some biologic product like PRP. Или использовать биопродукты, такие как PRP, например.
If I have an advice to do this kind of procedure is to use the Doppler to see precisely where the artery and the venous, and to not put the product in the artery or the venous, but exactly where you want around the nerves. Проводя такую технику, такую инъекцию, доктор рекомендует контролировать себя с помощью доплеровского окна, то есть четко дифференцировать ход артерии и вены для того, чтобы не ввести препарат случайно в сосуд, а ввести его туда, куда вы хотите, то есть вокруг нерва. We need some information about if this procedure are useful or not. In my impression, but it's an impression, it's not a study, it helps. But I think we need some very good study to be sure that it's good things to do that. Конечно, на сегодняшний день нам хотелось бы иметь больше объективной информации в отношении того, насколько эффективно работает данная методика, каковы результаты, какие результаты мы можем от нее ожидать. У доктора впечатление применения данной методики положительное, то есть ему кажется, что это работает, но нужно понимать, что это исключительно личное, субъективное впечатление на сегодняшний момент, а не результат сколько-нибудь статистически достоверного исследования. After, you have the nuchal ligament desmopathy. This happen often. Следующая проблема, нередкая для нас, это десмопатия буйной связки. If you have a piece of bone, like you see on the X-ray of this horse, если эта десмопатия сопровождается фрагментацией костной ткани, вот вы видите кусочек кости у пациента. Of course, you can use the physiotherapy with laser, with magnetic technique or shock therapy, what you want. But I encourage the people to do the surgery because the surgery is not difficult to do. For me, it works very well. And I think it's better to remove the piece of bone and to not let this piece of bone in place. Разумеется, при обнаружении такой проблемы можно попытаться консервативно к этому подойти, использовать физиотерапевтические методики вашего предпочтения. Это может быть лазер, магнитотерапия, это может быть ударно-волновая терапия. Но у доктора рекомендация при такой проблеме – это все-таки хирургическое удаление фрагмента костного. То есть если такой свободный костный фрагмент обнаруживается, он не рекомендует оставлять его там. So now we go to the back pathology. Excuse me, I do a mistake. It's pathologies. So what kind of pathologies you can find? Kissing spine, mixed strain, osteoarthritis of the articular facet, sacroiliac joints, sacroilian ligament desmitis, of course fracture, etc., etc. But the most important are the kissing spine, the mixed spine, and the osteoarthritis of the articular facet. Теперь мы с вами подобрались незаметным образом к патологиям спины от шеи. Какие патологии? Конечно, их много. Это синдром целующихся позвонков, это повреждение мышц спины, это остеоартрозные, остеоартритные изменения посадочных суставов грудопоясничного отдела, это дегенеративные поражения крестцово-подвздошных суставов, это поражение связки крестцово-седалищные, крестцово-подвздошные, это, разумеется, переломы, десмиты и так далее, патологии масса, но, безусловно, с точки зрения вероятности встречаемости, наверное, на первом месте для нас стоят сближение остистых отростков, поражение мышц спины и повреждение, изменения остеоартритных фасеточных суставов. About the kissing spine, you have a very good publication of Dr. Clayton about the about the kissing spine, and you can understand very well what happens when you have this kind of pathology. Что касается сдвиженных остистых отростков, есть замечательная публикация доктора Клейтон, которая очень наглядно демонстрирует, что конкретно происходит в ситуации, когда мы с вами констатируем сближение остистых отростков.
Don't forget that if you look at the apophysis like this, in the very bad situation, the up of the apophysis is very large, and you don't see that on the X-ray. Не забывайте о том, что когда мы с вами наблюдаем различные деформации, изменения апофиза остистого отростка, грудных позвонков, мы не всегда правильно оцениваем их размер, как они видоизменяются, потому что на рентгене, на рентгеновской проекции мы этого не видим. They have done a lot of dissection of a lot of osses, and you see where it's happened more often, and you see it's happened more often between about T13 and T17. Очень в рамках этого исследования коллеги очень много произвели вскрытий, очень много аналитических данных собрали, и в частности мы располагаем благодаря этой публикации статистикой инцидентности, встречаемости данной патологии в области от 13 до 17 грудного позвонка. But what is very interesting in this study, they found that it can happen on the first thoracic between T1 and T2. So this I didn't know before. And you have exactly the same lesion like this. Однако, что интересно, что это в рамках этого исследования также была доказана возможность формирования вот такого синдрома целующихся позвонков в краниальном сегменте грудного отдела, в частности, между первым и вторым грудными позвонками, остистыми отростками первого и второго грудных позвонков, что для доктора, например, явилось удивлением, то есть он не ожидал, что такое возможно, а выглядит патология ровно так же, как и в более каудальных частях. So with improving of the radiologic technique, I think it's interesting to have some picture of the cervical, of course, C6, C7, but of course C7, T1, T1, T2, and if you can T2, T3, because in fact you have some pathology in this area. Интересно в дальнейшем будет разработать более доступную хирургическую, рентгенологическую технику диагностики подобного рода патологий в области каудального шейного краниального грудного отдела, потому что на самом деле это очень интересно с клинической точки зрения. So what can you do? Of course you can do injection, infiltration. Что можно предпринять в рамках коррекции этой патологии? Это инъекционные техники разнообразные. So if you look at the practitioners, they can use technique on more often the technique on the left. Здесь представлены несколько вариантов методик инъекций, введения иглы, точнее, которые используются на практике. Чаще всего, наверное, применяется методика слева, на самом левом изображении, техника 1. Or two needle on the left and the right, or the right on the left, or one needle just on the middle like this on the right. Второй вариант – это использование двух игл, которые вводятся параллельно друг другу, справа и слева. И третья методика – это использование одной иглы, но введение ее косо, справа налево или слева направо. So what you can put in your infiltration, you see that between 2006 and 2016, you have some not a big difference. So you can put biologic therapy, of course, you can put steroid, you can put homeopathic, therapy, but more often it is steroid. Здесь вот снова мы возвращаемся к статистике с 2006 к 2016 году. Мы видим, что несмотря на многообразие различных средств, препаратов, которые мы можем использовать в качестве, в частности, существуют и биологические различные препараты, которые можно использовать, тем не менее, все равно лидерами для инъекций такого рода остаются стероиды. Of course, if you understand that it's pathology, if desmitis, so an affection of a ligament, perhaps to do more biologic therapy infiltration, perhaps it is the future, perhaps. Однако, наверное, все-таки мы движемся в будущее.
И процесс понимания того, что за проблема, сопровождается или связано с сближением остистых отростков, в частности, если, например, это десмит, наверное, все чаще и чаще мы будем отдавать предпочтение биологическим препаратам. Of course, when you have this kind of disease, you have myofascial pain, so you can use other techniques like cryotherapy, shock therapy, mesotherapy, TK ozone therapy to help all the pain of the myofascial around this kissing pain. Разумеется, когда мы говорим о таком серьезном костном изменении, как правило, это сопровождается синдромом миофасциальной боли или миофасциальными изменениями. И обратить на это внимание в своем лечении нам также необходимо. Лечение этой боли, коррекция этих болевых ощущений может быть разное. Это может быть физиотерапевтические какие-то методики, это может быть техники, например, мезотерапии и так далее. Of course, if you help the muscle around the apophysis to be more strong, you help the horse to support this kind of disease. And you have very good study of Dr. Clayton too about the dynamic mobilization exercise to increase the sectional area of the musculus multifidus. Безусловно, если мы будем укреплять мышцы каким-то альтернативным способом, которые расположены в зоне вот этой патологии костной, то это должно для пациента создать дополнительные благоприятные условия, и это очень хорошо проиллюстрировано в публикации самого доктора Хиллари Клейтон, которая называется «Упражнение по динамической мобилизации, позволяющее увеличить площадь поперечного сечения многораздельной мышцы». On the picture, you can see the test you have to do. It's to put the head between the two forelegs. На фотографии здесь вы видите тест, который можно провести. Это заключается он в том, чтобы заставить лошадь завести голову между двумя грудными конечностями. And after you can control with the ultrasonography if you have an increase of the thickness of the multifidus. Multifidus is 8, okay? После этого можно проводить визуальный контроль размера многораздельной мышцы, сечения многораздельной мышцы. Она на препарате обозначена цифрой 8. Of course, on this kind of pathology, you have to be very careful with the saddle and to control the saddle that you don't hurt around this area. Разумеется, работая с такой патологией, нам очень важно обратить внимание на седло, то есть нужно контролировать качество снаряжения, на котором работает лошадь. In this kind of pathology, of course, you can do surgery. So the first surgery you have to be done is to remove the apex of the spinous process. Такую патологию можно подвергнуть также хирургическому лечению. Одной из первых хирургических методик было удаление верхушек остистых отростков, сближенных позвонков, сближенных остистых отростков. You have a good retrospective by Dr. Wamsley some time ago. It was good, but not so good. Неплохое ретроспективное исследование было как раз посвящено этой технике. Публикация была сделана доктором Волчли. Там показано, что хороша эта операция, да не совсем хороша. In our clinic, we have done a technique with endoscopic approach. The objective of the technique is to cut the ligament and to open the bone, to burn a little the bone. В клинике доктор с коллегами работали над эндоскопической техникой, артроскопической техникой, которая заключалась в том, чтобы раскрыть вот этот сближенный участок, соприкасающийся участок, рассечь связку. This technique is done with the horse in recurrency. Техника проводится на пациенте, который лежит на боку.
And you have this kind of result. You see on the left you have the kissing spine, and on the right you have opening of the kissing spine. Вот такой результат можно получить с помощью такой техники. Докторам удалось получить. Слева вы видите пациента, того же, что и справа после хирургического лечения. One of the residents of Dr. Van der Waard, who was with us to this technique, has done this surgery on the standing horse, and the objective on the standing horse is just to cut the ligament between the two apophyses. И один из резидентов доктора Ван дер Верда, который работал с доктором, адаптировал эту методику к хирургии на стоячем животном, то есть на лошади в положении стоя. В данном случае методика ограничилась исключительно рассечением связки между апофизами. And the result was not so bad. The result was not so bad. So a lot of 142 horses is a lot of horses. Также неплохой результат получился, достаточно основательная выборка, 142 головы было прооперировано, что, в общем, совсем немало. You have another option is to cut to do a subtotal ostectomy, excuse me. So this you can do in the standing also. Is not so difficult surgery. And the results are not too bad too. And so the technique is to cut like you see in the red line, and to remove like this the kissing spine. And you see the result on the X-ray on the right. Еще одна хирургическая техника коррекции сближенных остистых отростков – это субтотальная остеоктомия. Здесь вы видите, как, собственно говоря, суть операции. То есть идея заключается в том, чтобы отсечь края остистых отростков, которые непосредственно вовлечены в сближение. Не такой плохой результат с точки зрения рентгенологических изменений, как вы видите. It's a good surgery, and sometimes you can use this one if you have very big kissing spine. For example, on this picture is not so big kissing spine, so I will use more my technique. But if you have very bad kissing spine, I think I advise to you to use this technique. Совсем неплохая техника и с точки зрения методики, и с точки зрения результативности. Если особенно она хороша, если мы говорим о масштабной патологии, то есть очень агрессивное сближение остистых отростков. Если же сближение более ограниченное, не такое выраженное, не так много сегментов вовлечено, то доктор все-таки настаивал бы на своей технике, на той, которую он говорил, на эндоскопической технике. After you have the lumbar and the thoracic osteoarthritis. Следующая проблема, с которой мы можем с вами столкнуться, это остеоартритные изменения фасеточных суставов грудопоясничного отдела. So, of course, you can do infiltration. It's the same that for the cervical osteoarthritis. You can use ultrasonography to do that. Инъекции, безусловно, методика, которая позволяет корректировать такое состояние. Идея этого метода абсолютно такая же, как мы с вами обсуждали с шейным отделом. Ровно то же самое, то есть точно так же под контролем ультразвука вы проводите эту инъекцию. It's more easy to do that on the thoracic. It's more easy to do that on the lumbar than on the thoracic. В поясничном отделе провести такую инъекцию с точки зрения техники проще, чем в грудном. So you see the technique on both, first on the thoracic and now on the lumbar. Вы видели, как визуально мы эту технику проводим в грудном отделе, и теперь вот на слайде сейчас вы видите поясничный отдел. And of course now a lot of people are using this kind of technique, and me I using too for the block. I explained you that before. Многие коллеги сейчас обращаются к этой методике работы с патологиями спины, а доктор, как он уже ранее указывал, использует ее также для блокады, для диагностики. Of course, you can use some treatment. For example, the children is perhaps useful in the fibrosis of the joint.
perhaps, but you have a study about that? Можно использовать различные медикаментозные средства, например, Тилдрон. Есть публикация на тему его эффективности при работе с подобными проблемами. In my point of view, if you have a big spot in scintigraphy, I think the Tillwen can be useful, because if you have a big spot in scintigraphy, it means that you have bone remodeling, so the Tillwen have a good indication in this case. С точки зрения доктора, если на сцинтиграфии вы увидели очень яркую горячую точку поглощения, то Тилдер, наверное, должен быть препаратом выбора, потому что яркая горячая точка на сцинтиграфии говорит о масштабном ремоделировании костной ткани, для чего Тилдрон, для воздействия на что Тилдрон, это, безусловно, препарат выбора. And I think that the Ionat hyaluronic acid is effective too and can be used sometimes. Хионат, еще один препарат, то есть гиалуроновая кислота фактически, безусловно, тоже препарат, который может оказаться эффективным, и периодически следует обращаться к нему. So you have some example. All the people use now to do some treatment. This publication of Dr. Richaud is interesting to read, because you have some how to say, what thinks the practitioner of what they use. So it's not a good study, not a scientific study, but you have what the practitioner are doing now. И тут снова интересно посмотреть на результаты исследований доктора Рикио, итальянскую публикацию статистическую. Нужно понимать, что это не научное исследование, это просто собранная статистика по мнениям практикующих ветеринарных врачей, что они предпочитают использовать в той или иной степени для, как для диагностики, так и для лечения. Очень интересная публикация. So, of course, all the kind of stretching, like used Dr. Clayton, is useful on this kind of pathology. Разнообразные упражнения по растяжке, по стретчингу, безусловно, имеют место в коррекции патологии спины лошадей, в частности, упражнения, которые описаны доктором Клейтон. And after, never forget that equitation and how the rider uses the horse can help, or the opposite can worse this kind of problem. It's very important. Ну и, конечно, нельзя забывать о характере эксплуатации лошади, потому что то, как всадник работает с лошадью, какую нагрузку лошадь несет, как эта нагрузка распределена, может как в значительной степени помочь лошади, так и, конечно же, наоборот. Thank you. I hope it was interesting for everybody. Ну, доктор надеется, что это было интересно для аудитории, его доклад.